Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе автоботы захватят мой канал. Это Катара, двухлетний младший брат Рю. Они потеряли родителей в авиакатастрофе. Сегодня они идут знакомиться с директором школы, которая тоже потеряла детей в той же авиакатастрофе. И теперь она хочет их усыновить. Когда они приходят, директор спрашивает, почему они так опоздали. В ответ Катара называет ее старухой. Рю молчит и извиняется перед ней. Тогда директор говорит, что в обмен на то, что они будут жить у нее, они должны работать нянями в ее школе. Затем Сейкова отводит их в детский сад. Там они видят, что дети играют друг с другом. Сейкова говорит, что это клуб нянь, который открыл сын директора, но никто не захотел в него вступать. И клуб так и не был создан. Рю говорит, что он будет первым членом клуба и сделает все возможное для него. Сейкова вытирает слезы и говорит, что его тронула их доброта. Затем он желает Рю удачи и уходит. Рю заходит в комнату детского сада. Все дети перестают играть и смотрят на них. Затем они подбегают к Сейкове и прячутся за ним. Один из детей дергает его за ухо, и он просыпается. Рю представляется новым воспитателем. Мужчина отвечает, что слышал о них. Он подходит к Рю и представляется Юдой Есихита, выпускником этой школы и единственным воспитателем. Дети спрашивают Юду, можно ли им поиграть с ними. Юда говорит, что сначала они должны представиться. И они все сразу кричат свои имена. Юда предлагает им построиться в паровозик и представиться по очереди. Первый Кирин, второй Така, третий Такума, у которого есть брат-близнец Кадзума. Самая младшая Мидори. Рю подходит к Катара и опускает его на землю. Но Така называет его монстром и говорит остальным напасть на монстра Катара. Рю в шоке и останавливает их, говоря, что он может быть монстром для них. Они все нападают на него, бьют его мечом и дергают за щеки. Катара видит, что они издеваются над его братом и пытается его защитить, но его каждый раз отталкивают. Он не знает, что делать, и Рю говорит ему поиграть где-нибудь в другом месте, говоря, что со мной все будет в порядке. Катара подходит к книжной полке и достает книгу. Затем он смотрит на Рю, окруженного другими детьми. Юта спрашивает, ты хочешь вернуть своего старшего брата? Катара кивает. Затем он спрашивает, может, я почитаю тебе эту книгу? Он качает головой и смотрит на Рю. Юта понимает, что он чувствует себя одиноким и гладит его по голове, говоря, в этой комнате он не заметит тебя, пока ты сам не позовешь его. Юта зовет Рю и говорит ему, моя смена закончилась. Затем он протягивает Мидори Рю и спрашивает, ты справишься с детьми сам? Рю отвечает, да, я справлюсь. Когда Юта уходит, он думает, я бы остался, если бы ты попросил меня. Теперь Рю меняет подгузник Мидори и Така нападает на него. Кайран подходит и спрашивает, ты голоден? Я приготовила еду. Она тащит Мидори, говоря, я буду мамой, а ты будешь ребенком Мидори. Рю останавливает ее, говоря, это может быть опасно. Вдруг она пугается, когда близнецы пробегают мимо нее. Кадзума падает и собирается заплакать, но Рю поднимает его. Такума гладит его и говорит, больно, больно, улетай, и Кадзума чувствует себя лучше. Кайран расстроена, что испортила еду, и Рю пытается ее подбодрить. Мидори начинает плакать, и Рю быстро берет ее на руки. Така снова набрасывается на него и начинает дергать за уши. Затем он смотрит на Катара, спрашивая, все ли с ним в порядке, и Катара кивает. Но Така снова нападает на него, отвлекая, и Катара кажется, что он остался один. Приходят матери детей, и они обнимают их. Мама Кирана спрашивает, кто такой Рю, и он представляется. Затем матери представляются сами. Маму Мидори зовут Юкари, маму Такумы и Кадзумы Юми, а маму Кирин Йои. Рю говорит, что рад с вами познакомиться. Это мой младший брат Катара. Пока Катара смотрит в книгу, они все здороваются с ним. Теперь они все машут Рю на прощание и говорят, что увидятся завтра. Как только Рю заходит в комнату, появляется брат Таки и говорит, Така, пора идти. Он смотрит на Рю и спрашивает, кто ты? Рю отвечает, я новый помощник в средней школе, учусь на 3-м курсе. Брат Таки говорит, я Хаэта, учусь в том же классе, что и ты, так что ты перевелся к нам. Рю отвечает, да, и думает, что он выглядит довольно страшным, но при этом хорошим парнем. Така говорит брату, я не пойду домой. Хаэта говорит, ты пойдешь. Тогда Така говорит, нет, я хочу еще поиграть с Рю. Хаэта бьет его, и Така начинает плакать. Рю говорит, тебе не обязательно было его бить. Така бьет Хаэта по ногам и называет его злюкой. Хаэта предлагает Рю присмотреть за его братом, потому что тот выглядит одиноким. Рю говорит, хорошо. Затем Хаэта уходит с такой. Рю подходит к Катара и спрашивает, хочешь, я почитаю тебе эту книгу? Но Катара падает на колени Рю, тяжело дыша. Он выбегает, догоняет Хаэта и умоляет его отвезти его в ближайшую больницу, потому что у его брата жар. Хаэта соглашается, быстро отвозит Таку к матери на работу и вместе с Рю бежит в больницу. По дороге Рю думает, почему он оставил своего младшего брата одного. В больнице, пока Катара лежит на кровати, врач говорит Рю, что жар может быть вызван стрессом из-за смены обстановки. После того, как Катара немного отдохнет, с ним все будет в порядке. Позже медсестра говорит, что он может забрать Катара домой, когда тот проснется. Рю выходит на улицу и думает, что нужно сообщить родителям, но когда он понимает, что их больше нет, у него наворачиваются слезы. Он начинает плакать, думая,
думая, что его родители никогда не вернутся, а Катара — это все, что у него осталось. В этот момент председательша кладет руку ему на плечо и говорит, что он наконец-то заплакал. Она вспоминает день похорон, когда увидела, что плачут только она, Рю и Катара. Она говорит ему, что те, кого они потеряли, не вернутся, но это не значит, что они одни в этом мире. Из его глаз снова текут слезы. Позже Рю заходит в больницу. Медсестра выходит с плачущим Катара и говорит, что он плакал с тех пор, как проснулся. Катара протягивает к нему руки, и Рю обнимает его, называя идиотом за то, что он не позвал его раньше. Он спрашивает, понял ли Катара, что они больше не увидят своих родителей. Той ночью председательша заходит к ним, чтобы поправить одеяло. Когда она уходит, Рю понимает, что она права, никто не одинок. На следующее утро председательша спрашивает Сайкаву, откуда взялись эти увядшие цветы. Сайкава объясняет, что Рю и Катара собирают для тебя эти цветы. Затем он собирается их выбросить, но она забирает их обратно и краснеет, говоря, что передумала. Тем временем учитель просит Рю представиться. Он запинается, но, взглянув на Хаята, чувствует себя увереннее и представляется. В детском саду Така спрашивает Катара, не хочет ли он почитать с ним его любимую книгу. Катара кивает, и другие дети радостно улыбаются. Позже Рю читает книгу о могучих рейнджерах. Така говорит, я красный рейнджер, а Такума тоже хочет быть красным рейнджером. Киран говорит, я розовый рейнджер. А Аду засыпает, обнимая Мидори. На следующее утро Рю просыпается и видит, что Катара лежит у него на груди. Он садится и обнимает его, вспоминая, что они больше не с родителями. Вдруг Рю вздрагивает, когда старая ведьма распахивает дверь и приказывает им встать с кровати и собираться в школу. Сайкава говорит, что уже приготовила им завтрак и обед. Пока старая ведьма читала им нотации, Катара схватил ее за волосы и назвал ее лохматой. Она предупреждает его, если ты еще раз назовешь меня лохматой, я подстригу тебя также. Сайкава представляет это и находит это милым. Затем она дарит Рю школьную форму, так как он будет учиться в ее академии. Понимая, что она потратила время и деньги на покупку новой формы, он благодарит ее, и она уходит. В детском саду, когда Катара снимает обувь, Юзада удивляется, что старая ведьма купила форму для Рю. Затем он говорит Катара, я ухожу на занятия, вернусь к обеду, и оставляет его в детском саду. Когда он идет в класс, то немного смущается, потому что другие ученики смотрят на него. В этот момент появляется Хаята и говорит, что это потому, что ты привел с собой детей. Рю оборачивается и спрашивает, что ты здесь делаешь. Така объясняет, что Катара хотел пойти с тобой, поэтому они тоже пришли. Катара обнимает Рю, а другие дети просят его поиграть с ними, смущая его. Хаята поднимает кулак, чтобы их утихомирить, а Така убегает в слезах, называя своего брата придурком, и врезается в суровую девушку. Она спрашивает, что здесь делают дети, и ругает их за то, что они превратили школу в игровую площадку. Дети начинают плакать от страха и обнимают Рю. Он извиняется и отводит детей обратно в детский сад. Эта девушка Амада – лучшая ученица в школе, но из-за ее поведения другие говорят, что она очень жестока с Рю. Но она игнорирует их и уходит. Тем временем они возвращаются в детский сад и видят, что Юзета, как обычно, спит. Хаята хлопает его по плечу, чтобы разбудить от мечтаний. Рю замечает Катара, который кажется расстроен из-за того, что произошло. Он гладит его по голове, чтобы подбодрить. В этот момент появляется Амада и отдает Таке обед, который он забыл, присланный его мамой, учительницей в их школе. Но увидев ее, дети начинают дрожать от страха. Как только Амада собирается уходить, Юзета кричит от боли, что у него болит живот. Он просит Хаята отвезти его в медпункт и поручает Рю и Амаде присмотреть за детьми, пока его не будет. Они ошеломлены, наблюдая, как они уходят. Рю уверяет Амаду, что справится сам, ты можешь вернуться в класс. Она настаивает на том, чтобы остаться и выполнить поручение Юзеды. Но дети прячутся за Рю, как испуганные белки, и не хотят с ней общаться. Потом Амада предлагает подержать спящую Мидори. Она краснеет и громко говорит, я просто хочу помочь. Ее голос будет Мидори. Она начинает плакать, и Рю пытается ее успокоить. Така тычет Амаду мечом. Все дети готовятся напасть на нее, называя злодейкой. Амада сердито спрашивает, кого они называют злодейкой, и это их пугает. В этот момент Рю замечает, что Амада начинает плакать и просит детей извиниться за свое плохое поведение. Но она не хочет, чтобы они извинялись из-под палки, и ей жаль Рю, потому что ему приходится заботиться о непослушных детях. Рю улыбается и говорит, что они не обуза. Но тут Амада бьет его подушкой и говорит, не улыбайся мне так. Она кидает в него мягкие игрушки и плачет, что ее никто не любит, а она умеет только учиться. Кирану приходится положить руки ей на колени, пока Амада вытирает слезы. Она говорит, чтобы они не плакали, и все дети смотрят на нее заплаканными глазами. Она обнимает их, и они все извиняются перед ней. Вскоре мы видим, как она мирно спит вместе с детьми. Позже Катара смотрит на тигра на своем свитере, и Рю спрашивает, почему
почему он на него смотрит. Кирану отвечает, что ему грустно, потому что Така его обидел, сказав, что глупо носить футболку с тигром, если он никогда не видел настоящего тигра. Така говорит, что он просто сказал правду. Хаята бьет его по голове и ругает за то, что он обидел Катара. Така плачет и говорит, что ты всегда так поступаешь со мной, брат, ты просто меня ненавидишь. Хаята прямо отвечает, что не испытывает к нему особой любви или ненависти, и от этого Така плачет еще сильнее, подбегает к Зете и кричит, что ненавидит его, своего брата. Хаята берет Таку на руки и уносит домой. Позже Рю предлагает Катара сходить в зоопарк на выходных. Другие дети тоже хотят пойти в зоопарк. Появляется Узидай и предлагает отвезти всех, решив присоединиться, так как ему платят за работу по выходным. Во время ужина Рю просит у председательницы разрешения сходить в зоопарк. Она соглашается, но отказывается платить тебе Зета, так как с ними идут и мамы. Рю приглашает ее присоединиться, но она отказывается, говоря, что это вонючее место. В день поездки Сиикова дает Ри большую коробку с обедом и немного денег от председательницы на поездку. В зоопарке он предлагает заплатить Юте этими деньгами. Юта отказывается, но планирует сфотографировать детей и продать снимки отцам, которые не смогли прийти. Хаята появляется в своей баскетбольной форме и оставляет Таку, потому что ему нужно идти на тренировку. Теперь они все пошли смотреть на животных. Дети в восторге от слона. Узида делает несколько снимков, пока они с интересом разглядывают разных животных. Дети пугаются, когда тигр рычит сквозь стекло. Они бегут к Узиде и своим мамам и дрожат от страха. Катара все еще стоит перед тигром, не обращая внимания на происходящее. Рю видит, что он очень напуган. Он берет Катара на руки, понимая, что если бы они были в дикой природе, то Катара съели бы первым. После этого они увидели милых тигрят. Юта решил, что пора обедать, и Рю пошел к шкафчикам за своим обедом. Он посмотрел на Катара, который уставился на что-то, и увидел семью, которая вместе наслаждалась зоопарком, и представил своих родителей. В этот момент ему позвонила Юда и сказала поторопиться. Мама похвалила Сейкову за то, что он приготовил такой вкусный обед, в котором было много еды в форме животных. После обеда Ада сфотографировала детей с кроликами, уверенная, что их родители купят эту милую фотографию. Катара указал на овцу и назвал ее лохматой, как председательница. Рю и Катара подошли к пожилой женщине, пока Узида фотографировал их. После этого Така показал Катара ястреба и похвастался, что его имя тоже означает ястреб. Рю сказал Таке, что имя сокола Хаябуса тоже означает Хаэта. Така отрицал, что Хаэта его брат, и ушел вместе с Катара. Затем они пошли в магазин игрушек. Дети выбирали игрушки и просили мам их купить. Катара захотел брелок в виде лохматой старушки. Рю пошел платить за него, оставив Таку и Юту. Юта предложил Таке купить сувенир для его брата. Но Така покраснел и сказал, что не хочет. В этот момент он увидел кого-то похожего на своего брата и побежал за ним, пока Юта выбирал сувениры. Остальные подошли к Юте, но Така пропал. Когда стемнело, Така побежал за своим братом, но мужчина посмотрел на часы и понял, что это не его брат. Он подумал, что нужно вернуться, и побежал, но споткнулся и упал. Поняв, что заблудился, он заплакал, зовя своего старшего брата. В этот момент подходит Хаэта и забирает его. Он называет его идиотом и говорит, что мужчина не должен плакать только потому, что потерялся. Рю тоже подходит и с облегчением видит, что Така в порядке. Хаэта бьет Таку и говорит ему извиниться. Позже, когда день заканчивается, все прощаются. Ву рад, что Хаэта пришел, и говорит, что Таке было очень одиноко без него. Хаэта говорит, что пришел, потому что мама отругала его за то, что он оставил Таку одного. Катара и Така спят, Така что-то бормочет во сне. «Я люблю тебя, брат». Хаэта говорит: «Идиот, я тоже тебя не ненавижу. Если бы ты дразнил Хаэта, даже если бы ты казался холодным, я знаю, что ты очень любишь своего брата». На следующий день, пока Катара читает книгу, остальные дети играют. Узуда смотрит на календарь и понимает, что сегодня день Святого Валентина. Он зовет детей и протягивает им руки, но дети не реагируют. Катара кладет руку на руку Узуды. Он говорит: «Не это, я хочу, чтобы твоя мама прислала мне подарок на день Святого Валентина». Дети восклицают, что у них ничего нет такого размера, как у Узуды. Тем временем среди девочек в классе ходят слухи о Дне Святого Валентина. Они спрашивают Юки, застенчивую девочку, нравится ли ей кто-нибудь, но она смущается и нервно смеется. Мальчик спрашивает, подарил ли ему кто-нибудь шоколад на День Святого Валентина. Когда Рю отрицает это, Юки с облегчением улыбается, потому что она влюблена в него. В этот момент одна девочка предлагает шоколад Хаэта, но он отказывается, говоря, что не любит его. Мальчики кричат: «Ты ненормальный, если не хочешь, отдай нам». Главная звезда Яги – блестящий ученик, которого девушки засыпают шоколадом. Это разозлило Амаду, так как он раздавал подарки на территории школы. Девочки спорят, в чем твоя проблема, ты просто зануда. Йоги вмешивается и говорит, что примет эти щедрые пожертвования после занятий. Затем он спрашивает Амаду: «Ты ведь вчера помогала нянечкам, верно? Я бы тоже хотел вступить в клуб нянечек. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Амада вспоминает, что детский сад набирает новых членов.
Она в ярости кричит, чтобы спросить самого Йоги, и уходит. Друг Йоги Незу молча наблюдает за происходящим. Амада вспоминает слова девочки и признает, что она зануда. Она со слезами на глазах говорит, что куда бы она ни пошла, она все портит. Она боится возвращаться в детский сад, думая, что дети тоже ее возненавидят. Йоги заходит в комнату детского сада и просит принять его в клуб нянечек. Рю очень рад, что кто-то заинтересовался работой нянечки. Затем он представляется и называет каждого ребенка в детском саду по имени. Йоги представляется и хвалит милые косички Киран, и она радостно их показывает. Затем он говорит Таке, что ты крутой, прямо как твой брат, и тот с радостью отвечает, что да, он крутой. Он хвалит глаза Мидори, и это ей льстит. Такуми и Кадзуме он говорит, что вы оба похожи на лучших друзей. Рю поражен тем, как быстро Йоги подружился с детьми. В библиотеке Инаматата слышит, как двое мальчиков говорят, что Йоги всегда пристально смотрит на детей. И она бежит в детский сад, чтобы спасти их. Йоги улыбается Катара. Рю это беспокоит. Йоги говорит, что Катара выглядит круглым и пухлым, и тут же прикасается к нему. Амада врывается в комнату и распахивает дверь, приказывая Йоги остановиться. Она в шоке, увидев кровь на полу, но понимает, что у Йоги идет кровь из носа, потому что он ущипнул Катара за щеку. Но причина тоже нехорошая. Друг Йоги Незу приходит в детский сад и обвиняет его в том, что он извращенец. Испуганный Рю забирает детей у Йоги, который не согласен с обвинениями и говорит, что у него просто пошла кровь из носа от слишком большого количества шоколада. Но Незу замечает, что он не видел, чтобы Йоги ел шоколад. Он уводит его, и Йоги соглашается больше не ходить в клуб. Но он спрашивает, может ли он иногда приходить, чтобы пощекотать детей. Узида щекочет Мидори, говоря, что это весело. Дети узнали про шоколад и теперь тоже хотят его попробовать. Йоги предлагает им шоколад, но Незу его останавливает. Дети просят у Аматы шоколад, но она говорит, что это запрещено правилами школы, и они начинают плакать. Но она их подбадривает, обещая, что завтра они получат шоколад, и они начинают прыгать от радости. Рю и Амата идут домой, и день заканчивается. Он говорит ей подождать, пока он сходит в магазин. Через несколько минут он возвращается, и Катара протягивает ей маленькую коробочку с шоколадом. Рю говорит, что можно давать детям шоколад за пределами школы. Амата отвечает, что она просто зануда, и Рю говорит, что ему это в ней нравится. Затем он прощается и уходит, а Амата краснеет. Юки тайно следит за ними, чтобы узнать, встречаются ли они. Тем временем Йоги покупает детям шоколад и рассказывает об этом Незу. Я могу представить, как щеки Катара набиты шоколадом, а у него самого идет кровь из носа. Ночью Сейкава предлагает Рю и Ката шоколад, который он сам приготовил. Ката пытается дотянуться до шоколада, и Сейкава помогает ему. Ката берет шоколад, просит брата открыть рот, и Рю съедает его и благодарит Ката, который улыбается. Тем временем Амата выбирает лучшие шоколадки для детей в детском саду. На следующее утро, во время урока физкультуры, мальчики дрожат от холода. Рю спрашивает Хаэта, почему он не мерзнет. Хаэта признается, что ему холодно, и мальчик говорит: «Ты что, киборг?» Юта появляется с детьми в коляске. Они просят его выпустить их. Дети сразу подбегают к Рю, и он согревается от их тепла. Рю спрашивает Юту, что это за коляска, и тот отвечает, что использует ее, чтобы дети не убегали во время прогулки. Они как животные. Дети говорят: «Ты идиот, ты зета, мы не животные». Узда пугает их: что если вас, ребятки, похитит какой-нибудь странный человек и запрет в темной комнате? Никто не услышит ваших криков, и вас сожрут целиком. Рю говорит Узде, чтобы он их не пугал, они и так напуганы. Но он предупреждает детей, чтобы они не уходили с незнакомцами. Другие мальчики замечают, что Рю согрелся в окружении детей, и протягивают к ним руки. Они гонятся за детьми, называя их грелками, и даже дерутся за них. Рядом наблюдает за детьми таинственный мужчина. Рю останавливает двух учеников, которые пытаются схватить Кирана, который прячется за Узидой. Така подбегает к брату и просит помочь. Мальчик ловит Кадзуму, который от страха прячется. Рю видит, как Такума убегает в кусты, и зовет его. Незнакомец стоит перед ним, когда он входит. Он хватает его. Рю отдает Катара мальчику и бросается спасать Такуму, крича незнакомцу, чтобы тот отпустил его. Хаэта снимает ботинок и бросает его в незнакомца. Это отличный бросок. Такума радостно улыбается, когда незнакомец подходит к нему и берет его на руки. Юдза хвалит Хаэта за точный бросок, а Рю спрашивает, знает ли Такума этого человека. Такума радостно отвечает, что это его отец и Кадзума. В детском саду мужчина извиняется за то, что устроил переполох. Рю спрашивает, почему он прятался в кустах и выглядел так подозрительно. Юта объясняет, что это актер, который недавно снимался в рекламе зубной пасты. Он знаменит. Кусуку говорит, что не хотел устраивать сцену, если бы его узнали. Но Рю и Хаэта не узнают его как актера. Он смущается, понимая, что переоценил свою известность. Он говорит, что ему очень неловко, и плача признается, что это его первый выходной за 6 месяцев, и он хотел провести его со своими детьми, потому что боится, что они его больше не узнают.
Рю предлагает ему провести время с ними в детском саду, им это понравится. Кусуку с благодарностью соглашается остаться, и Рю зовет Такому и Кадзуму. Затем он берет Кадзуму на руки и передает его отцу. Но Кадзума начинает плакать. Кусуку открывает дверь, говоря, что уходит. Рю останавливает его, говоря, что Кадзума не любит, когда его держат незнакомые люди, это еще больше ранит его. Затем он говорит, что если ты уйдешь сегодня, то расстояние между тобой и твоими сыновьями увеличится. Кусуку тронут, и у него наворачиваются слезы. Рю говорит, что поможет тебе помириться с детьми. В этот момент Такума говорит: «Какун, ты плакса». Теперь Кусуку играет с Такумой, но Кадзума кричит: «Верни его мне». Затем он пытается поиграть с Мидори, но Кадзума снова плачет. Даже после того, как Рю успокаивает его, Кадзума продолжает плакать от страха. Кусуку играет с другими детьми, но Кадзума говорит: «Страшно». Ада шепчет: «Я не знала, что Казума так сильно не любит своего отца». Кусука сидит в углу, понурив голову. Затем он подходит к сыновьям и извиняется за то, что прервал их веселье. Он говорит: «Развлекайтесь, я подожду вас дома». Он решает уйти и машет сыновьям на прощание. Кусука медленно выходит, но сталкивается с ученицей. Девушка сразу его узнает. Ее крик привлекает других девочек, которые окружают актера и просят у него автографы и фотографии. В этот момент Кусу слышит голос папы и видит, что Рю и Хиата держат Такому и Казуму. Они хотят, чтобы он вернулся. Отец-актер очень рад этому и плачет. Он пытается пробраться сквозь толпу, спрашивая, не к нему ли они обращаются как к отцу. Появляется учительница и свистит в свисток, показывая фотографию председателя. Она предупреждает, что если они не вернутся в класс, то останутся на второй год. Девочки быстро убегают. Учительница жена Кусу и извиняется, объясняя, что Уса рассказал ей, что произошло. Она говорит, что показывала близнецам фильмы с его участием, чтобы компенсировать его отсутствие. В последнем фильме он играл похитителя, поэтому Казума его боится. Она добавляет, что он был очень крут в роли злодея. В этот момент Такума и Казума спрашивают, будет ли он с ними играть. Кусу обнимает их и плачет. Оба ребенка очень рады видеть отца. Катара молча смотрит на их счастливую семью. На следующее утро расцветают прекрасные вишни. Это первый день Рю в старшей школе после окончания учебы. Он направляется к доске объявлений, чтобы повесить объявление о поиске няни, но видит, что она уже заклеена объявлениями других клубов. Затем он идет в игровую комнату, где на него сразу же набрасываются дети, и он падает. Он роняет объявление, которое приземляется на голову Катара. Катара стоит неподвижно, даже не пытаясь его снять. Даже Юта просто читает объявление с головы Катара. Ру просит его хотя бы снять объявление, прежде чем читать его. Юта предлагает обойти другие клубы. Близнецы с радостью соглашаются. Така хочет зайти в клуб своего брата, и Киран тоже воодушевлена. В коридоре дети берутся за руки и устраивают парад. Они поют и танцуют, изображая, что пукают. Это очень смешно, а Катара не может попасть в ритм. Ву смущается, потому что все внимание приковано к ним. Киран с нетерпением открывает дверь в театральный клуб. Но она пугается, и остальные тоже, кроме Такумы, когда видят ее маму в образе зомби. Ее мама, которая руководит этим клубом, говорит: «Ты что, не узнаешь свою маму? Это все макияж». Рю останавливает ее, говоря: «Мадам, они все вас боятся», а дети дрожат и прячутся. Она начинает разговаривать с Рю, и тут Катара дергает его за штанину, указывая на детей, убегающих по коридору. Он извиняется перед ней, говоря: «Извините, мне нужно идти», и зовет Узиду, чье лицо разрисовано страшным макияжем. Пробежав по коридору, близнецы встречают свою маму, бросаются к ней и обнимают. Она спрашивает, что они делают, и Рю объясняет, что они осматривают другие клубы. В этот момент Киран чувствует сладкий запах, и дети бегут в ту сторону. Мама близнецов тоже ушла, и Рю вместе с Катара пошел искать детей, но остановился, увидев тетю, показал на нее и позвал Узиду и Мидори. Тем временем дети нашли кухню, но печенье еще не было готово. Амата, которая была в клубе по кулинарии, сказала, что эти дети из клуба по уходу за малышами. Вошел Рю и спросил, не видел ли кто-нибудь бегающих детей. Дети обрадовались, увидев его. И Намада отругала его за то, что он не присматривал за детьми и позволил им бегать. Но потом она поняла, что напугала всех, и покраснела, извиняясь за свой крик. Одна из девочек сказала, что он действительно заботится о детях. Рю извинился за то, что устроил переполох, и сказал: «Ребята, пойдемте». Така отказался идти, потому что хотел сначала съесть сладости. Рю пришлось увести его силой вместе с остальными. Чтобы успокоить плачущего Таку, он сказал: «Давайте сходим в спортивный клуб. Твой брат там играет в бейсбол». Они вышли на улицу, чтобы посмотреть на спортивный клуб, и один из учеников сказал, что Рю по сути занимается только уходом за детьми. Така с интересом наблюдал за тренировкой и просиял от радости, когда его брат посмотрел на него. Но Хаэта быстро отвернулся, расстроив Таку, который закричал на него за то, что он такой злой. Хаэта подошел и ударил Таку, и тот заплакал еще сильнее. Он сказал Рю, что их команда отстой. Один из игроков крикнул: «Я слышал тебя». Рю чувствовал, что его сверстники развлекаются, а ему это недоступно. Катара нашел еще муравьев, но когда он попытался привлечь внимание брата, то увидел, что тот грустит. Юзеда тоже это заметил. Дети позвали Рю и спросили:
куда мы пойдем дальше? Рю говорит, что ему нужно найти место, чтобы повесить плакат клуба нянь. Он просит младшего брата пойти с ним, но Катара качает головой. Он делает вид, что ему все равно, но на самом деле ему обидно, что брат не хочет идти с ним. Когда Рю уходит, Катара убегает от своих друзей. Он вешает плакат в углу доски объявлений. Потом он грустит из-за того, что брат не захотел пойти с ним. В этот момент появляется Хаэта и говорит Рю, что тоже хочет вступить в клуб нянь. Вот его заявление. Катара убедил его, дернув за штаны. Хаэта говорит, что Катара заметил, что Рю грустит и ему нужны друзья. Рю удивлен, что его младший брат так хорошо его понимает. Остальные ребята подбегают к ним. Они принесли печенье и предлагают его Рю, чтобы подбодрить его. Он тронут. День клуба закончился, ребята устроились поудобнее, и Узида шила им одинаковые фартуки. Амата иногда приносит детям печенье. Хаэта говорит, что они могут сломать зубы, когда будут есть, и она сердито отвечает, что тогда не надо их есть. На следующее утро Рю открывает глаза и чувствует себя разбитым. Катара крепко спит у него на груди. Он протирает глаза, когда в комнату неожиданно заходит председательница и ругает Рю за то, что он лежит в постели. Когда он встает, то падает на пол. Он пытается подняться, но все время скользит. Сейкова поздравляет Рю с изменившимся голосом, но председательница шлепает его, и он извиняется, что это была шутка. Затем она забирает Катара, говоря, что если он тоже простудился, то будет еще хуже. Катара стоит в дверях и хнычет. Она говорит ему, чтобы он помог ей приготовить лекарство для Рю. А Рю ложится на кровать, чтобы отдохнуть. Тем временем Катара зовет ее, говоря, что она лохматая. Председательница, держа в руках теплое одеяло для Рю, спрашивает: «Ты про одеяло или про меня?» Он повторяет. Она накидывает на него одеяло и просит следовать за ней. На кухне она агрессивно разрезает лимон пополам, а Катара бормочет: «Леди Демон». Она просит его выдавить сок лимона в маленькую чашку, чтобы приготовить для Рю медово-лимонный напиток, от которого ему станет лучше. Катара садится на пол. Он пытается выдавить сок, но видит, что ничего не получается. Председательница спрашивает, не помочь ли ему, но он отказывается. В конце концов, ему удается выдавить одну каплю в чашку. Он улыбается и показывает ей. Она просит выдавить еще, и Катара продолжает выдавливать сок. Она находит в ящике соковыжималку для лимона, но разрешает Катара самому выжимать сок. Он заканчивает, но, вставая, опрокидывает сок. Председательница протягивает ему вторую половину лимона, предлагая попробовать еще раз. Вытирая пролитый сок, она замечает, что Катара настроен решительно. Позже она приносит рисовую кашу и спрашивает Икаву, как себя чувствует Рю. Он говорит, что температура немного спала, и старушка говорит, что ему нужно отдохнуть. Когда он закрывает дверь, Рю снится сон о его семье. Его родители снова уезжают в путешествие. На этот раз они забрали с собой Катара. Рю умоляет не забирать Катара, боясь, что он не вернется. Он плачет во сне. Но Катара жив. Он вытирает слезы старшего брата, разбудив его. И у него самого щиплет глаза. Входит председательница и говорит, что у него руки в лимонном соке. Она протягивает ему чашку с горячим напитком, говоря, что его приготовил Катара. Пока он пьет лекарство, он благодарит Бога за то, что тот не забрал его младшего брата. Катара улыбается, когда Рю гладит его по голове и благодарит. Председательница поднимает Катара и говорит, что ему пора уходить, чем смущает его. Бедный мальчик думает, что с его братом все будет в порядке после лекарства. Но она настаивает, что Рю все еще нужно отдохнуть. Рю беспокоится, что Катара может заразиться от него, и расстраивается. Потом он садится под стул и надувает губы. Сикава пытается выманить его мороженым, но это не помогает, он очень расстроен. На следующее утро мама Мидори оставляет ее с Рю, и Мидори машет ей на прощание. Ю предлагает Катара почитать книжку, пока не пришли остальные. Он укладывает Мидори, чтобы поменять ей подгузник, но понимает, что у него закончились. Он открывает шкаф, чтобы взять салфетки, а она ползет к двери. Когда студент открывает дверь, он явно чувствует неприятный запах. Мидори тянет его за штанину, и он падает на пол. Рю в шоке смотрит, как его сын плачет и просит что-нибудь сделать. Потом они садятся поговорить, и он жалуется на запах, говоря, что это клуб какашек. Катара держит книжку с картинками про Золушку, пока они разговаривают. Он называет Мидори фабрикой по производству какашек, а Катара космическим кадетом. Рю защищает Катара, когда тот спрашивает, присматривает ли он за девочкой по имени Мидори, потому что он не понимает, что фабрика по производству какашек — это Мидори. Рю спрашивает, почему он интересуется ею, и он объясняет, что хочет увидеть лицо своей будущей дочери. Рю в замешательстве спрашивает: «Разве ты еще не студент?» Он отвечает, что да, но он старше тебя. «Зови меня Инуи-симпай». Рю говорит, что мама Мидори уже замужем, но Инуи просто улыбается и отвечает, что это не имеет значения, когда любишь. Рю паникует, но Инуи смеется, говоря, что он этого не поймет, потому что у него нет опыта в отношениях. Затем он встает, чтобы уйти, думая, что Мидори здесь нет. Позже Узида машет рукой перед лицом Рю. После разговора с Инуи Рю потерял сознание. Киран говорит ему, что он спал с открытыми глазами. Бедный Катара стоит рядом, держа в руках Золушку, и ждет, когда Рю ее прочитает. Но Рю говорит, что прочтет ее позже. Затем он спрашивает Юту об отце Мидори. Юта говорит, что он уехал на раскопки за границу, и подтверждает, что мама Мидори не вдова и не разведена. Рю в ужасе, думая, что она может изменять своему мужу с Инуи. Узида дразнит Рю, спрашивая, нравятся ли ему женщины постарше, но он твердо отрицает это. В классе он рассказывает об этом Хаэта. Хаэта прямо отвечает,
отвечает, что это их выбор и не стоит вмешиваться. Начинается урок, но Рю погружен в мысли о матери Мидори и комментарии Инуи о его отсутствии опыта в отношениях. Он никогда не влюблялся. Он вспоминает, что люди говорили, что Юки милая и смотрит на нее, но она его не привлекает. Она краснеет, когда замечает, что Рю смотрит на нее. В коридоре он продолжает размышлять, пока не появляется Амада. Он спрашивает ее, что она думает об измене. Она говорит, что изменщики заслуживают сурового наказания. Затем он спрашивает, влюблялась ли она когда-нибудь, и Амада расстраивается, потому что считает себя скучной девушкой, которая еще не испытала любви. Рю возвращается в детский сад и видит, как дети вытирают носы салфетками. Катара все еще читает свою книгу про Золушку. Рю зовет детей и дает им салфетки, чтобы они высморкались. Он обнимает Мидори и говорит, что нельзя обижать слабых. Инуи подходит к Рю и говорит, что узнал, что Мидори работает на фабрике по производству удобрений. «Почему ты мне раньше не сказала?» Она кусает его за палец. Дети тоже называют его слабаком. Рю говорит, что неправильно забирать женщину с мужем и ребенком. Инуи отвечает, что ее мужа больше нет, потому что она сказала, что он далеко, значит он умер и она хочет поддержать ее. Внезапно появляется мама Мидори и забирает ее. Инуи весь красный подходит к ней и берет ее за руку. Дети начинают называть его вареным осьминогом. Он запинается и начинает что-то говорить, но Мидори начинает громко плакать. Она берет Мидори на руки и успокаивает ее, говоря, что папа скоро вернется домой. Инуи в шоке. Он спрашивает про ее мужа, который далеко, и она отвечает, что он возвращается с раскопок в Турции. Она спрашивает, что Инуи хотел сказать, и он краснеет, говоря, что забыл. Затем он предлагает посидеть с Мидори, чтобы она могла пойти на свидание с мужем, и она благодарит его за доброту. Инуи сидит в углу, пока дети нападают на него с игрушечными мечами. Он сердито спрашивает Юту, откуда тот знает о муже Мидори. Юта говорит, что это показалось ему забавным, и он решил подыграть. Инуи смущенно закрывает лицо, говоря, что выглядел как идиот. Рю отрицает это, говоря, что он выглядел очень круто перед ней. Инуи шутит, что, наверное, перепутал порядок. Сначала любовь и брак, потом дети. Рю смотрит на Катара, который все еще держит книгу про Золушку. Он извиняется перед ним и читает детям книжку с картинками. Затем он представляет, как Мидори и ее мама радостно встречаются с отцом. На следующий день все меняется, и Рю, король драконов, подчиняется королеве демонов Мидори. Но не бойтесь, 5 рейнджеров здесь. Така — красный рейнджер, Катара — синий рейнджер, близнецы — желтые рейнджеры. Кира не обращает внимания на происходящее и рисует. Така злится из-за этого. Кира больше не хочет играть в глупые игры, она хочет учиться. Все шокированы этим. Рю в ужасе, что она так быстро превращается в Амаду. Но это нормально, потому что она хочет стать ведьмой. Така, который явно главный, согласился бы с этим, если бы Хаэта не сказал, что девочки не могут быть ведьмами. Но когда другие дети автоматически исключаются, возникает конфликт. Така и Кира страстно спорят о том, существуют ли на самом деле герои или ведьмы. Рю не хочет, чтобы Хаэта говорил им, что ни тех, ни других не существует, чтобы они сохранили свои детские мечты, но уже слишком поздно. Все идет наперекосяк. Катара пытается помирить их, но его толкают. Рю в ужасе. Мальчик начинает драться. На следующий день рассказчик возвращается с доказательствами, фотографией, где он с красным рейнджером. Он говорит, что настоящие рейнджеры существуют. Затем он указывает на Киру и обвиняет ее в том, что у нее нет доказательств существования ведьм. Кира достает свою ведьминскую книгу и кричит, что у нее есть доказательства, и она сейчас это покажет, полетав. С решительным лицом она пытается взлететь на метле. Юзада говорит, что у нее ничего не получится. Така говорит, что ведьм не существует. Пойдем поиграем. Кира говорит, что не уйдет, пока не полетит. Рю беспокоится за нее, говорит Ада. Тебе нужно вернуться в класс, Киран в конце концов сдастся. Рю рассказывает об этом Хёэта, и тот говорит, что нужно просто сказать ей правду, что ведьм не существует. Рю отвечает, что нельзя разбивать детские мечты. Пока они разговаривают, появляется Инамата и ругает их за то, что они загораживают проход в туалет, и говорит, чтобы они убирались с дороги. Рю извиняется и говорит, что она может пройти. Она спрашивает, что вы обсуждали, и я слышала, что вы говорили о детских мечтах. Что-то случилось? Хёэта спрашивает, не хочешь ли ты присоединиться к нашему разговору. Она краснеет и говорит, что нет, и уходит. Рю останавливает ее и говорит, что нам нужно твое мнение. Он рассказывает ей о проблеме Киран, и она говорит, что может помочь. Встретимся во время обеда. Позже она приносит книги, в которых есть доказательства существования ведьм. Рю говорит, что это страшно. Мы не можем рассказывать детям об этой ужасной истории. Она понимает это, извиняется и уходит, хлопнув дверью. Юки задается вопросом, какие на самом деле отношения между Амой и Рю. Рю считает, что Ама немного странная, но искренняя. Он думает о председателе, которая напоминает ему ведьм. Он представляет, как просит ее притвориться ведьмой, но она ругает его и говорит, чтобы он учился. Тем временем Узида просит Киран вернуться в класс, но та говорит, что не надо ей мешать, она сейчас полетит. Узида думает, что если она не будет прыгать, то все в порядке. Катара тянет ее за штаны и показывает Узиде книгу Киран о ведьмах, и та решает почитать ее Киран вслух.
Близнецы тоже подбегают послушать. Киран смотрит вверх и видит выступ, с которого можно спрыгнуть и полететь. Рю идет в детский сад с книгами о фокусах, чтобы показать их детям в поддержку Киран. Он видит, что Кайран собирается спрыгнуть с обрыва и ловит ее. Он успевает подхватить ее как раз вовремя. Она плачет и плачет, ее мечта разбита. Рю пытается ее успокоить и думает, что ему стоило просто сказать ей, что ведьмы существуют только в сказках, как сказал Хаэта. В этот момент появляется председательница и спрашивает, почему Кайран плачет. Кайран всхлипывает и объясняет, что не умеет летать. Председательница говорит, что, конечно, она не умеет, для этого нужна сотни лет практики. Кайран широко раскрывает глаза и спрашивает, может ли она летать на метле. Она отвечает, это уж вам решать. Дети тоже удивляются ее словам, когда она уходит. Така говорит Кайран, что они тоже могут играть в ведьм. Кайран и дети улыбаются, когда Рю признается, что на секунду поверил, что председательница и правда ведьма. В следующей сцене мы видим Незу и его братьев в их доме. Вдруг они слышат, как их брат Кичай кричит на отца и говорит, что уходит. А потом убегает. Рю развешивает белье, а Катара смотрит на муравьев. Он идет за ними, но вдруг останавливается. Катара возвращается и дергает Рю за штаны. Он продолжает тянуть его за штаны, пока идет. Рю говорит ему, если ты будешь тянуть меня за штаны, я упаду. Когда Рю останавливается, он видит, что Китай застрял в кустах. Он неосознанно называет его Незу, потому что он похож на него, а Катара называет его мышью. Китай пытается выбраться из кустов, и Рю протягивает ему руку. Но маленький Бред отталкивает его, говоря, что ему не нужна помощь. Это потрясает Катара до глубины души. Рю гладит его по голове и говорит, я не пострадал. Китай застрял в кустах. Рю спрашивает его, не брат ли он Незу, и тот кивает. Он говорит Китае, что они с твоим братом учатся в одной школе. Спрашивает, не случилось ли чего дома, но Китай молчит. Рю возвращается к стирке, говорит, что если Китай хочет поговорить, то может просто позвать его. Он просит Катара подождать с Китае. Рю решает позвонить Незу, но понимает, что у него нет его номера. Катара наблюдает за Китае, но тот вдруг начинает паниковать и говорит, чтобы он убегал. Мы видим, как к нему приближаются руки. Это Яги, он протягивает руку Катары и сжимает его щеки. Рю и Инамата появляются из кустов, а у Яги идет кровь из носа. Инамата сердито предупреждает Яги, что если он не перестанет трогать Катара, она вызовет полицию. Он дразнит ее, говорит, что если она тоже хочет его потрогать, пусть ждет своей очереди, чем еще больше ее злит. Катара прячется, а Яги вытирает нос. Рю говорит, что позвонил Яги, потому что у него был только его номер, но удивился, увидев Инамату. Яги говорит, что у Незу работа, поэтому он пришел вместо него, а Инамата наткнулась на него по дороге, поэтому он ее пригласил. Оказывается, семья Незу очень бедная, у них 8 детей. Брат Незу с восторгом рассказывает, как Незу усердно работает, чтобы зарабатывать деньги для семьи, и как он хорошо учится в школе. Все они удивляются, когда узнают об этом. Яги начинает ерошить его волосы и говорит, что он такой милый, а потом кричит, оставь меня в покое. Инамата теряет терпение и начинает ругаться. Кичи, ты такой избалованный мальчишка. В отличие от своего брата, который так много работает, ты убегаешь из дома и доставляешь всем неприятности. Он начинает плакать и говорит, что хотел бы быть богатым, чтобы покупать себе видеоигры. Амада спрашивает, не из-за видеоигр ли он ушел из дома, но Рю думает, что за этим кроется что-то более важное. Вдруг появляется Цукичи и начинает спорить, что у детей тоже есть право на важные для них вещи. Цукичи смотрит на Йоги и спрашивает, что этот извращенец здесь делает, ты что-то сделал с моим братом? Йоги отвечает, что взъерошил волосы Кичи, а тот говорит, что ты придурок. Больше не трогай его. Цукичи объясняет, что взрослым, может, и не важны игры, но для Кичи они важны, потому что он единственный в классе, у кого их нет. А его лучший друг постоянно уговаривал его купить, хотя знал, что у его семьи нет денег. Кичи продолжает плакать и говорит, что любит свою семью, но ненавидит быть бедным. Яги вспоминает похожую ситуацию в начальной школе. Когда он предложил Незу поиграть в его игру, тот отказался и сказал, что сам сделает игру, если захочет. Он знает, что никто не купит ему игру, потому что он беден. Тогда Яги впервые подумал, что кто-то крутой. Кичи соглашается, что его брат действительно крутой, и вспоминает, какой он трудолюбивый. Затем он просит Рю вытащить его, и они оба падают на землю. Рю спрашивает, все ли с ним в порядке, и маленький Катара тоже его гладит. Яги вытаскивает Цукичи и пытается играть, но его пинают. Оба брата говорят Амаде, что постараются стать такими же хорошими, как Незу. Тут звенит звонок. Это Незу пришел извиниться за поведение брата. Вручает Рю коробку со сладостями. Рю принимает подарок, и Амада не понимает, зачем он ему. Кихи извиняется перед своим старшим братом за то, что побеспокоил его, а тот прощает их, потому что они чему-то научились. Незу дает Кихи игру, которую тот хотел, а Цукичи спрашивает, сделал ли ты ее, и Незу смотрит на Яги. Затем он говорит, что не делал ее, но предложил подменить коллегу, который продал ему игру по дешевке. Он говорит, что не знает, что этот идиот Яги тебе наговорил, и пинает его ногой, шепча, половина того, что я сказал раньше, было ложью. Затем он говорит Китаю, чтобы тот поделился игрой с Цукичи, и хлопает его по плечу, говоря, иди поиграй с друзьями. Рю благодарит Амаду за помощь сегодня, и она краснеет. На следующий день
день Ада играет с детьми, разговаривая с Рю. Рю говорит, что ему нужно выполнить задание по химии во время обеденного перерыва, поэтому он не сможет прийти сюда на обед сегодня. Дети машут ему на прощание. Он гладит Катара по голове и уходит в класс. Во время перерыва Усада говорит, что они пойдут обедать, но замечает, что Рю забыл свой ланчбокс. Он говорит, что если ты не придешь за ним, я съем твой обед, но Катара тянет его за штаны и протягивает руки. Он спрашивает, не хочешь ли ты отнести обед своему брату. Катара кивает, и остальные тоже хотят пойти с ним. Юта говорит, сначала поешь свой обед, и дети с удовольствием принимаются за еду. Пока все заняты едой, Юта протягивает Катара обед и говорит, чтобы тот отнес его брату. Он вешает на него бирку, чтобы если он потеряется, он мог попросить о помощи. Катара кивает и медленно выходит из детского сада, а Юта машет ему вслед. Но он беспокоится, что Катара пойдет один. Он замечает Инуи снаружи. Он сжимает кулак, представляя, как это будет, и Мидори повторяет за ним. Вдруг перед ним появляется фотография. Он краснеет. Это мама Мидори. Он берет фотографию и понимает, что это приманка. Дети называют его тупым. Тем временем Катара идет по коридору, а несколько учеников смотрят на него и шепчутся, кто это. Две девочки бегут к учительнице, чтобы рассказать ей, но мальчик останавливает их, говоря, смотрите, он выполняет свое первое поручение. В этот момент Катара останавливается, заметив, что впереди много ступенек. Ученики предлагают ему помощь, но он отказывается, говоря, что справится сам. Ученики восхищаются его решимостью и желают ему удачи, прежде чем уйти. Инуи, наблюдающий за Катарой, расстраивается, что ученики не помогли ему. Он удивляется, как он оказался нянькой для ребенка, ведь Юзеда обещал ему фотографию в обмен. Он смотрит, как Катара делает свои первые шаги маленькими ножками. Рю понимает, что забыл свой обед, и говорит Хаэта, что у него диета. Хаэта предлагает ему свой обед, объясняя, что она тоже на диете. Рю говорит, что диета – это вредно для здоровья. Он не чувствует любви, но его одноклассники чувствуют. Мальчики предлагают ему свои обеды, разрушая зарождающийся романтический момент. Хаэта саркастически говорит, что приятно иметь заботливых одноклассников. В детском саду все дети мирно спят. Ада хочет сказать Рю, что Катара идет, но думает, что у Рю выключен телефон, потому что он занят учебой. Он ложится спать. Инуи наблюдает за Катарой, который уже преодолел половину лестницы. Когда он поворачивает за угол, какой-то мальчик бьет его по лицу, и коробка с обедом падает. Когда кажется, что все потеряно и обед вот-вот прольется, Инуи, одетый в бумажный пакет, ловит его. Он кладет его обратно и протягивает Катара. Он уже собирается уходить, но Катара останавливает его со словами «Спасибо, Маска-сан». Он краснеет, а Катара продолжает выполнять поручение. Инуи решает остаться и поднимается с ним по лестнице. Он отводит других учеников в сторону, пока Катара поднимается по лестнице. Рю заканчивает свое задание. Наконец, Катара поднимается, крепко прижимая к груди коробку с обедом. Рю удивлен, увидев его, и подходит к нему, спрашивая, сам ли он купил ему обед. Катара кивает. Один из мальчиков говорит, что Рю не сможет съесть столько после того, как его накормили. Хаэта сует ему в рот кусок хлеба, прежде чем Катара успевает что-то сказать. Рю лжет. «Спасибо, Катара, я действительно проголодался». Он обнимает его и говорит, что они могут поесть вместе. Мальчики тронуты его жертвой. Друг Юки говорит, что его настоящий соперник – младший брат, и Юки краснеет. Рю открывает коробку с обедом и видит, что все перемешалось. Он кормит Катара рисом, и они вместе обедают. Катара рад, что справился со своим первым поручением. Инуи тоже тронут. Он рад видеть, как брат заботится о нем. Сикава протягивает ему платок, Инуи пугается, потому что тот появился из ниоткуда. На следующий день девочки спрашивают Юки, что ей нравится в Рю. Она краснеет и говорит, чтобы они не шумели, а то он услышит. Мальчики в классе слушают их с завистью. Девочки говорят ей, чтобы она не волновалась, его здесь нет. Юки наконец признается в своих чувствах к Рю. Одна девочка говорит, что у него такая милая внешность. Он добрый и красивый. Юки удивляется, услышав это. Другая девочка вспоминает, как он поднял ее ластик, когда она его уронила. Затем одна девочка говорит, что Хаэта тоже привлекательный, другая соглашается и взволнованно говорит, что он горячий. Третья девочка добавляет, что он немного страшный. Другая девочка возражает, что именно поэтому он такой привлекательный. Он также помогает Кюбасету, поэтому он втайне хороший парень. Юки расстраивается, когда понимает, насколько популярен Рю. Но девочки уверяют ее, что не собираются с ней соперничать. Юки краснеет и говорит, что им не нужно сдерживаться из-за нее. Девочки говорят, что ее главный соперник – его младший брат. Даже если бы они встречались, он бы никогда не поставил ее на первое место. Затем одна из девочек говорит, что он дружелюбный в Амаде, нравится ли он ей. Тем временем Амада проходит мимо. Нет, Амада кажется неромантичной и всегда погружена в учебу. И тут они видят Амаду, которая смотрит на них. Рю тоже появляется, и она так смущается, что сердито приказывает девочкам закрыть дверь, если они хотят посплетничать. Затем она уходит, а мальчики называют ее страшной, в то время как Рю выглядит потрясенным. Он замечает, что все еще в фартуке. Хаэта говорит, что он рассеянный, и добавляет, что у тебя на попе наклейки.
Хаята удивлен, что Рю не заметил, как дети их наклеили. Рю краснеет и спрашивает, почему он раньше ему не сказал. Девочка говорит, что он милый, а мальчики в замешательстве от системы ранжирования девочек. Тем временем дети наклеивают наклейки на спящего Узиду. Вернемся к Амаде. Она сожалеет, что накричала на девочек, и признает, что она не романтична, как они и сказали, но это произошло потому, что она смутилась. Это происходит каждый раз, когда рядом Рю. Вот почему она не может навещать детей. Она вспоминает, как Рю делал ей комплименты. В день Святого Валентина ее лицо становится совсем красным. Вдруг она слышит, что у нее покраснело лицо. Она оборачивается и инстинктивно отрицает. Киран начинает плакать, когда на него кричат, и Амада, придя в себя, спрашивает, что он здесь делает, и думает, почему детей послали искать его в коридорах. Киран говорит, что мы не потерялись. Я оставил записку для Узиды. Пока Узида пытается понять, что написано в записке Кирана, а Така отчаянно ищет Катара, Киран объясняет, что мы пришли поиграть с вами. Инамата говорит, что польщена, но здесь не место для игр, возвращайтесь. Киран берет Тири за руку и спрашивает, ты нас ненавидишь, потому что никогда не приходишь играть с нами. Инамата краснеет и отрицает это, говоря, что не может приходить, потому что он там, но потом осекается. Киран спрашивает, говорит ли она Юзады или Хаята. Киран боится, что Амада ненавидит Рю, и это шокирует Катара. Она отрицает это, и Киран спрашивает, нравится ли ей Рю, но она снова отрицает. Она заключает, что Амада ненавидит Рю, и подбадривает грустного Катара, говоря, что она хочет показать ему хорошую сторону Рю. Она берет его за руку и бежит, приглашая Амаду пойти с ними. Амада неловко садится на корточки рядом с детьми возле класса Рю. Киран говорит Катара, чтобы он показал лучшие стороны Рю. Катара кивает, открывает дверь класса, привлекая всеобщее внимание. Затем он подходит к Рю и протягивает руки. Рю поднимает его, и девочки умиляются. Он спрашивает, зачем он здесь. Тем временем Киран показывает Амаде, что Рю очень заботливый. Амада соглашается, что он добрый, но говорит, что он слишком снисходителен. Киран говорит, что понимает, что тебе нравятся строгие мужчины, просто предоставь это мне. Она вбегает и говорит Рю, ударь меня, или я буду плохой девочкой. Но Хаята тут же ее бьет. Она плачет в объятиях Рю, шокированная тем, что Хаята ударил ее. Мью успокаивает ее и говорит Хаята, что нужно сначала подумать, а потом бить. Хаята возражает, что он так и сделал, поэтому и ударил. Она говорит Рю, что ты должен был вмешаться, тогда Амада бы с ним помирилась. Входит Инамата и говорит, что это все недоразумение. Я не ненавижу тебя. Кирин спрашивает, он тебе нравится? Она краснеет и кричит, что нет, и сердито уходит. Ю зовет Инамату, а сам бежит за ней. Он передает Кирин Хаята. Юки в шоке наблюдает за ними. Он хватает Инамату за запястье, удивляя всех. Он улыбается и говорит ей, у тебя на юбке наклейка. Это наклейка с кабаном. Рю говорит, что дети и на меня их клеили, и мне было очень неловко. Киран с гордостью говорит, это я приклеил ей наклейку. Одноклассники удивляются, неужели Рю такой глупый. Инамата уходит, вспоминая вопрос Кирана о том, нравится ли ей Рю. Она говорит себе, если бы это было так, я бы точно его ненавидела, но я точно покраснела. Киран говорит Рю, я знаю, что ты хороший человек, так что не расстраивайся. Затем Юда спрашивает, что он думает о нем, и она отвечает, что он плохой человек. На следующее утро, пока Катара помогает своему брату убираться, Кусук приходит в детский сад с Такумой. Такума берет очки Кусука, и Рю спрашивает о Кадзуме. Такума объясняет, что Кадзума простудился. Дома Кадзума лежит в постели и зовет Такуму. Его мама успокаивает его, говоря, что ему нужно отдохнуть, но сначала нужно принять лекарство, оно сладкое и поможет ему поправиться. Кадзума неохотно принимает лекарство, и его мама хвалит его. Рю говорит Кусуку, Такуме и Кадзуме, наверное, сегодня одиноко. Но Такума весело показывает на Катара, который примеряет солнечные очки. Кусук начинает плакать и говорит, что Такума притворяется, что ему не одиноко, чтобы скрыть это. Рю думает, что ему это только кажется. Такума выглядит нормально, не похоже, что ему одиноко. Появляется Юзеда и ставит 100 иен на то, что с Такумой все в порядке. Он спрашивает Такуму, не одиноко ли ему без Кадзумы. Такума немного улыбается и говорит, что все хорошо, пока Кадзума дома немного боится. Затем Такума говорит всем, что пообещал маме, что будет веселиться, чтобы Кадзума поскорее поправился. Кусук тронут тем, какой у него храбрый сын. Юта говорит, что выиграл спор и просит 100 иен. Вместо этого он отдает ему 500 иен на карту. Жадный Юта просит у него автограф, думая, что сможет продать его за большие деньги. Кусук рад дать автограф, и Кадзума тоже просит его об этом. Пока Такума с удовольствием рисует на лице Катара. Кусук говорит, что Такума может начать чувствовать себя одиноким без Кадзумы. Он опускается на колени, чтобы попрощаться с Такумой, но тут входит Хаята с Такой. Такума отвлекается и бежит к Хаята, хватая Катара. Кусук плачет, потому что Такума больше любит Хаята. Рю зовет его, чтобы попрощаться с отцом. Дети машут ему, а Юзеда называет его подозрительным. Затем, увидев, что Такума держит Катара за руку, Така злится и тянет Катара в другую сторону. Они оба тянут Катара.
Рю говорит, что это не перетягивание каната, и Хиотта бьет Таку, который громко кричит, что он лучший друг Катара. Киран спрашивает, где Кадзума, и Рю объясняет, что он дома с простудой. Узнав об этом, Така подходит к Такуме и берет его за руку, говоря, что он победит эту простуду. Такума радостно говорит, что он это сделает, и остальные присоединяются к ним. Они подбегают к Юзиде и нападают на него. Юдза просит Рю о помощи, но тот говорит, что ему нужно идти на урок. Узида падает на пол, говоря, что Рю точно сможет победить его, а дети называют его слабаком. По дороге в класс Рю беспокоится о том, что Такуме будет плохо, хотя сейчас он выглядит веселым. Хаята думает, что Кадзуме должно быть тяжело, потому что ему холодно, а брата рядом нет. Рю соглашается, представляя, что Кадзума, наверное, плачет, и он тоже плачет, зовя Такуму. Он думает о том, что у близнецов разные характеры. Кадзума всегда плачет, а Такума всегда веселый. Рю бормочет, что не хочет расставаться с ним, и думает о близнецах во время урока, а Юки удивляется, с кем же он не хочет расставаться. Пока все остальные дети спят, Такума просыпается. Он ищет что-то рядом с собой и стягивает носок с ноги Таки. Держа носок Таки, Такума вспоминает Кадзуму. Его глаза расширяются, когда он оглядывается в поисках Кадзумы. Нога Таки случайно задевает Катара, и тот просыпается. Он встает и видит, что Такума уходит из детского сада. Рю спешит в детский сад, беспокоясь о Такуме. Он спотыкается и падает, когда вдруг видит Катара, который бежит к нему и обнимает его. Затем он указывает в ту сторону, куда ушел Такума. Две девочки у школьных ворот замечают Такуму и кошку и зовут их. Рю подходит и спрашивает, что они здесь делают. Такума спрашивает, стало ли Кадзуме лучше. Рю отвечает, что не знает, но уверен, что ему должно быть лучше, чем раньше. Такума с грустью опускает глаза. Катара смотрит в сторону ворот, и Юми с Кадзумой подходят к ним, говоря, что у него спала температура, поэтому они пришли забрать Такуму. Кадзума плачет, протягивая руки к Такуме, который отступает назад и начинает плакать. Кадзума плачет еще сильнее, пока их мама успокаивает Такуму, говоря, что он молодец, и что Кадзума лучше, потому что сдержал обещание. Юзеда выходит с детьми на улицу, услышав плач. Он отмечает, что эта сцена противоположна обычной. Такума плачет, а Кадзума смеется. Они машут близнецам, которые держатся за руки. Мью считает, что близнецам лучше быть вместе. Позже Кусук подбегает к Такуме, но Юзеда говорит ему, что тот уже ушел. На следующий день Рю находит в своем шкафчике письмо. Появляется Юдзукава и спрашивает, не любовное ли это письмо, и устраивает сцену. Подруга Юки наблюдает за ними издалека и спрашивает, не она ли положила письмо, но Юки отрицает это. Хаята берет письмо, чтобы проверить, но Рю краснеет и забирает его обратно, говоря, что сам его прочтет. Он собирается прочитать письмо, но Инамада подходит и просит их не загораживать проход. Он прячет письмо за спиной и извиняется. Юдзукава вытирает письмо. С драматическим пафосом он начинает читать его вслух. Это искреннее признание девушки, которая любит Рю больше, чем кошка любит гоняться за лазерной указкой. Юки и Амата удивлены. В письме говорится, что девушка будет ждать за зданием школы. Рю краснеет, не зная, что ответить на свое первое любовное письмо. Он берет письмо и говорит, что ему нужно время подумать. Когда он уходит, Хаята замечает, что он все еще в домашних тапочках, которые забыл сменить во время всей этой суматохи. В детском саду дети замечают, что Рю покраснел, и говорят, что он весь красный. Юдзёта спрашивает, не заболел ли он, но Рю лжет, что просто бежал всю дорогу сюда. Его младший брат приносит ему одеяло и кладет ему на колени. Он гладит Рю по голове и говорит, что ему не холодно. Весь день Рю не может перестать думать о признании и роняет детскую присыпку, когда меняет подгузник Мидори. Он держит книгу вверх ногами, и Кирану приходится ему напоминать. А Хаята напоминает ему, что он опять забыл переобуться. Во время ужина Сейкава, держа в руках миску с красным рисом, поздравляет Рю. Увидев огромную миску с рисом, председательница спрашивает, есть ли повод для праздника. Сейкава объясняет, что Рю получил первое в своей жизни любовное письмо, от чего он запаниковал и быстро все отрицал, чем смутил председательницу. Он сменил тему, похвалив вкусный красный рис. Катара выглядит растерянным. Позже, когда Катара выбирает книгу, Рю все еще думает о любовном письме. Катара протягивает ему книгу, но замечает, что Рю покраснел и задумался. Вдруг Рю поворачивается к Катаре и спрашивает, выбрал ли он книгу. Он прячет книгу и качает головой. Он подходит к нему и протягивает руку, желая лечь спать без сказки. Рю укладывает его в постель, и он медленно закрывает глаза. На следующее утро Рю идет в школу, все еще думая о признании. Катара смотрит на брата, а потом на апельсиновое дерево. Он отпускает руку рассеянного Рю и убегает. В это же время Инамата идет в школу, убеждая себя, что ушла пораньше, чтобы позаниматься, и отрицая, что собирается шпионить за Рю. Юки в похожей ситуации, она ушла пораньше, чтобы узнать, что Рю скажет девушке, которая призналась ему в любви. Они сталкиваются друг с другом, и прежде чем они успевают что-то сказать, Рю вдруг хватает Амаду за руку. Он тяжело дышит, потому что бежал, чтобы догнать ее. Он спрашивает, не видели ли они его брата Катара. Он потерял его, потому
потому что отвлекся. Инамата говорит, что не видела его, поэтому он бежит по улице, чтобы найти его. Инамата кричит ему вслед и говорит, что поможет найти Катара. Юки тоже предлагает свою помощь. Они не могут найти Катара, и Рю начинает паниковать. В этот момент он слышит, как Хаята зовет его по имени. Он оборачивается и видит Катара, который держит апельсин у ног Хаята. Хаята говорит, что Катара забрел в чей-то двор, чтобы сорвать апельсин. Катара протягивает фрукт и называет его лимоном, лекарством от простуды Рю. Он вспоминает, как его младший брат делал ему лимонный сок, когда он болел, и понимает, что Катара заботился о нем, как будто он был болен, потому что краснел. Он чувствует себя растроганным, потому что его младший брат беспокоился о нем. Он опускается на колени, берет Катара за руки и плачет. Позже Рю извиняется перед девушкой, которая написала ему письмо, и отказывается от ее предложения, а она с грустью принимает его решение и уходит. Хаята, который подслушал разговор, спрашивает, почему он отказался, если был заинтересован. Он говорит, что сейчас Катара для него важнее всего. В детском саду Ада поправляет Катара. Это апельсин, но Катара говорит, что это лимон. Юки и Амада, которые прячутся за кустами, чтобы подсмотреть за Рю, радуются, что он не принял предложение. Затем Юки спрашивает у Амады, могут ли они быть друзьями, и называет ее Марией-чан. Амада краснеет и говорит, что не надо называть ее по имени, это смущает. В следующей сцене Сайкава отвечает на звонок, но на другом конце провода слышится только тяжелое дыхание. Хаята бьет Таку, говоря, чтобы тот перестал тянуть время и назвал свое имя. Така расстроен, что это не Рю, и умоляет Хаята позвать его и Катара. Он берет трубку и спрашивает про Рю. Рю отвечает на звонок, держа Катара за руку. Така отчаянно зовет брата, но Хаята игнорирует его и спрашивает у Рю, есть ли у них свободное время, на что тот отвечает утвердительно. Рю спрашивает у Катара, хочет ли он поговорить по телефону. Така радостно берет трубку, его волнение очевидно, он с нетерпением ждет своей очереди. Он громко приглашает Катара пойти с ним на летний фестиваль. На другом конце провода слышится глухой удар, когда Катара случайно ударяется головой о телефон. Рю просит у председателя разрешения пойти на фестиваль, и она разрешает, предупредив, что продавцы могут обмануть их. Сайкава дарит им ютаку для фестиваля. На фестивале Така, одетый в ютаку, энергично размахивает игрушечным мечом, ожидая Рю и Катара. Хаята говорит ему перестать размахивать мечом, чтобы не мешать другим. Рю зовет Хаята, спрашивая, долго ли он ждал, и извиняется. Хаята отмахивается от беспокойства и спрашивает, сколько усилий было вложено в его наряд. Рю объясняет, что Сайкава и председатель продумали наряды, поэтому отказаться было бы невежливо. Така хватает Катара за руку и бежит к палаткам с едой, а Рю предупреждает, что они могут заблудиться. Хаята думает, что нужно наказать Таку, чтобы избежать дальнейших проблем. Катара очарован продавцом сахарной ваты и с интересом наблюдает, как она крутится. Така сразу съедает свою сахарную вату, а Катара настаивает на том, чтобы оставить ее на потом, несмотря на предупреждение Рю, что она растает. Така замечает киоск с разными игрушками, в том числе с поясом для превращения героя, который можно выиграть в лотерею. Продавец предлагает Таке и Катара поучаствовать в розыгрыше. Но Рю и Хаята быстро уводят их оттуда. Они решают купить что-нибудь поесть, но Така возражает. Они понимают, что игрушки в лотерее не привязаны к ниткам, особенно новая дорогая игровая система. Така начинает плакать и размахивать палочкой от сахарной ваты. Юта встречает Рю и Хаяту у киоска с золотыми рыбками. Рю спрашивает, что они здесь делают, и Юта объясняет, что подрабатывает у своего соседа. Затем он спрашивает, почему Така плачет, и Така отвечает, что хочет сыграть в лотерею. Узида дает Таке и Катара сачки для ловли золотых рыбок, чтобы их развеселить, но просит денег, хотя мог бы сделать скидку, и Хаята комментирует его подход к продажам. Така настаивает на том, чтобы дергать за нитки, а не ловить рыбок с очком, и Хаята предупреждает его, чтобы он замолчал, иначе останется с Узидой, что пугает Таку. Затем Хаята спрашивает его о мече. Он смотрит на Катара, а затем на Узиду, который говорит, не смотри на меня, я его не брал. Рю тоже говорит, что у него нет меча, и понимает, что потерял его. Он начинает громко плакать, привлекая внимание людей, и брат дает ему подзатыльник. Рю успокаивает Таку, пока они пытаются найти потерянный меч. Хаята предлагает, чтобы он и Катара наслаждались фестивалем, пока он помогает Таке найти меч. Рю выражает искреннее желание помочь Таке как друг, но Хаята молчит, и Рю задается вопросом, считает ли Хаята его своим другом. Хаята говорит, что если бы Така не был его братом, он бы с ним не общался. Така снова плачет, и Рю встает на его защиту. Они ищут меч, и Рю вздыхает, когда они проверяют последний стенд. Така продолжает плакать из-за потерянного меча, и продавец сахарной ваты направляет их к стойке находок, где можно забрать вещи, потерянные во время фестиваля. В стойке находок они видят Яги, окруженного множеством девушек. Он отвечает за эту стойку. Рю сообщает Яги о потерянном мече Таки, и у Яги из носа идет кровь.
потому что он смотрит на заплаканное лицо Таки. Это беспокоит Рю, но друг Яги Незу успокаивает его, говоря, что это всегда происходит с Яги. Он говорит им проверить коробку с мечами. Они осматривают игрушечные мечи, но меча Таки там нет. Он так расстроен, что потерял свой меч. Хаята предлагает перестать искать, потому что они уже достаточно искали. Така отказывается сдаваться, и его брат говорит ему самому поискать меч. Муу возражает, говоря, что не нужно быть таким строгим, но Хаята велит ему заткнуться. Он предлагает Таке самому поискать меч или сыграть с ним в лотерею. Хаята также напоминает Таке, что нужно поблагодарить Рю за помощь в поисках. Така думает о своем потерянном мече и, наконец, решает сдаться. Они решают пойти поиграть в лотерею. Така думает, какую нитку ему потянуть, а его брат говорит, чтобы он тянул быстрее, но Рю советует успокоиться и дать ему время подумать. Неожиданно Катара импульсивно дергает за одну из нитей, и меч таки выскакивает вместе с ней. Така очень рад, что его меч вернулся. Хаята подходит к продавцу, который извиняется за то, что украл меч Таки. В качестве извинения он предлагает им игру, а они отдают ее старушке в качестве сувенира. Катара разочарован, что его сахарная вата сдулась. На следующий день они все идут на пляж. Мидори, Така и Текума веселятся, а Кирин и Кадзума плачут, а у Катара на лице застыло холодное выражение. Рю наблюдает за детьми. В этот момент появляется Юта и говорит, что они разделились на тех, кто наслаждается, и тех, кому пляж не нравится. Рю отвечает, что у него нет желания плавать, а Юта говорит, что он здесь только для того, чтобы насладиться купанием и горячим солнцем. Затем он спрашивает про Хаята, и Рю указывает в сторону воды. Из-за спины появляется мама Кирана, напугав Рю. Другие мамы тоже подходят и говорят, что они могут пойти поплавать, а они присмотрят за детьми. Сизуки говорит, что она попросила Инамата прийти, надеясь дать ей передышку. Она еще не пришла. В этот момент появляется Инамата и извиняется за опоздание. Все удивляются, что она в школьном купальнике. Юдзата называет ее непослушной девочкой за то, что она надела школьный купальник, и Сизука бьет его. Юкари говорит, что девочки должны выглядеть красиво, и Йои тоже соглашается. Сизуки говорит, что они купят ей купальник. Юкари говорит, что это благодарность за вкусные сладости для детей. Амада пытается отказаться, но не может. Комментарии Ада: ты не можешь отказаться, когда видишь, как мамы спешат в магазин за купальниками. Позже, когда дети едят кукурузу, Юта спрашивает Рю, почему бы тебе не пойти поплавать. Рю отвечает, что Катара еще не привык к океану. Я думаю, что останусь здесь с ним, говорит Юта. Что в этом страшного? Он опускает Кадзуму в воду, чтобы проверить, и тот сразу начинает плакать. Рю затаскивает испуганного Катара в воду, думая, что дети боятся, что их унесет течением. Он остается на мелководье, чтобы защитить Катара, и пытается показать ему, что океан не страшный. Дети смотрят на них с удивлением. Внезапно на него обрушивается большая волна. Рю оказывается под водой, держа Катара над водой. Катара пугается еще больше. Рю кашляет на берегу и пытается убедить Катара, что океан не страшный. Ты совсем не убедителен, приятель. Дети дразнят Рю за то, что он чуть не утонул. Тогда Рю предлагает поиграть в песке, и дети соглашаются. Близнецы строят большую песчаную гору. Така роет ямку, и Ада жалуется, что в него попал песок. Катара тоже делает кучку из песка. Рю рад, что детям весело. Но волны разбиваются о берег, разрушая их творение, и Така громко плачет. Мамы приносят детям сок, Такума и Кадзума рады этому. Така перестает плакать, когда ему дают сок. Катара смотрит на свой стакан, а Така быстро выпивает свой. Рю тоже предлагают сок, и он говорит Катара, что они могут выпить его вместе. Внезапно появляется Хаята, напугав их, и Катара роняет свой стакан. Хаята в качестве извинения предлагает ему водоросли. Шизука шлепает его и спрашивает, что Катара будет с ними делать. Рю протягивает Катара свой напиток. Она говорит: я переоделась, хочешь что-нибудь сказать? Все смотрят на нее. На ней розовый купальник с цветочным принтом и хвостиком сбоку. Хаята просто говорит: это купальник, и Шизука вздыхает. Рю говорит, что он милый, особенно с цветочным принтом, что всех смущает, и уточняет, что цветочный принт подходит к надувному кругу Кирана. Другие мамы говорят, что в таком возрасте не стоит хвалить девочку, а Шизука говорит, что ее сын бессердечный. Яхве говорит, что Амато, кажется, нравится, и она улыбается, глядя на Кирана. В этот момент Рю видит Катара на песке и говорит ему, что это не место для питья. Он уводит его оттуда. Когда он уходит, вода касается его ног. Катара пытается не бояться воды. Рю думает, что Катара довольно милый, когда пытается быть сильным. Он говорит ему: пойдем собирать ракушки. Когда он берет Катара за руку, мамы предупреждают его, что на улице жарко, и просят быть осторожным. Рю понимает, что действительно жарко, а Катара находит ракушку. Позже, когда Катара спит с другими детьми, мамы говорят Рю пойти поиграть в воде, это лучший шанс. Хаята говорит: давай пойдем. Они заходят в воду, и Рю чувствует облегчение от прохлады. Хаята спрашивает: ты умеешь плавать? Рю спрашивает: что ты имеешь в виду? Хаята отвечает:
говорит: «Я подумал, что ты, наверное, не умеешь плавать, потому что избегаешь океана». Рю говорит: «Я не избегаю его, просто не хотел оставлять Катара одного. Я помню, что Катара не в первый раз на море. Возможно, он этого не помнит, но когда он был маленьким, мы брали его с собой на пляж. В тот раз, когда мама с папой взяли его с собой купаться, он совсем не испугался. Интересно, а сейчас он боится, потому что я не могу его успокоить». Хаята толкает его, и он падает в воду. Ву подходит и спрашивает, сильно ли Хаята ударил Таку, но тот называет его дураком и говорит, что это было не так уж и больно. Затем он объясняет, что тогда Катара не испугался, потому что был совсем маленьким и ничего не понимал. Он говорит Рю, чтобы тот не говорил глупостей. Рю признается, что тогда Катара даже стоять не мог. Юкари замечает, что Катара проснулся. Он садится и оглядывается в поисках Рю. Она показывает на океан и говорит, что его брат в воде. Он тут же бежит к воде. Он останавливается там, где волны разбиваются о берег. Он смотрит на брата. Когда он видит, что Рю уходит под воду, он замирает от страха, вспоминая, как Рю держал его над водой, когда на него обрушилась волна. Он заходит в воду, несмотря на страх, но не умеет плавать. Юкари быстро вытаскивает его. Он плачет и тянется к Рю. Рю выходит из воды и говорит, что слышал чей-то плач. Аята указывает на суматоху на пляже. Он оглядывается и видит, что Катара плачет. Рю быстро плывет обратно к берегу. Он берет Катара на руки и спрашивает, что случилось. «Прости, что я оставил тебя, когда ты спал». Юкари объясняет, что он, наверное, испугался, когда увидел, что ты нырнул. Катара пытался зайти в воду, которую так боялся, только ради тебя. Пока Катара крепко обнимает брата. Юкари говорит, что это здорово, что вы так близки. Рю говорит: «Извини, я тебя напугал», и протягивает ему ракушку, вспоминая, что отец рассказывал ему, что из ракушки можно услышать шум океана. Он думал, что Катара не вспомнит об этом, но, к его удивлению, Катара подносит ракушку к уху, чтобы послушать шум океана. Рю улыбается и помогает ему правильно держать ракушку, говоря, что он держал ее неправильно. Он надеется, что в следующий раз, когда Катара придет на пляж, он полюбит океан. В следующей сцене Така выглядит расстроенным. Рю спрашивает его, что случилось. Така бросается к нему в объятия и пытается объяснить, но только всхлипывает, и Рю не может его понять. Шизука рассказывает Рю, что произошло, показывая ему мяч, весь исписанный каракулями. Катара говорит какашки. Она объясняет, что Така нарисовал какашки на бейсбольном мяче с автографом, который очень ценил Хаята. Рю ахает, думая, что Хаята очень разозлился и сильно ударил Таку. Шизуки говорит, что все было не так, и вспоминает. Хаята смотрел на свой испорченный мяч, а Така дразнил его за то, что он не проводит с ним время. Така, ожидая удара, прикрыл голову руками. Но Хаята молча прошел мимо и попросил у матери поесть, полностью игнорируя Таку. После этого он продолжал игнорировать Таку и ушел в школу, не взяв его с собой. Така заплакал, и Шизука спросила, что случилось. Рю говорит, что Хаята должно быть очень зол, и Така плачет, говоря, что это вина Хаята, и он не будет извиняться. Шизука просит Рю поговорить с Хаята, иначе он будет продолжать игнорировать Таку. Он спрашивает, кто будет присматривать за детьми, потому что у Шизуки дополнительные занятия, а Юзады нет. В этот момент дверь открывает председательница и говорит, что она присмотрит за детьми. Она требует, чтобы они немедленно уходили, потому что не хочет слышать плач ребенка. Сидзука и Рю подчиняются. Когда они уходят, Катара зовет председателя Шаги. Така пугается, когда она смотрит на него, но все же опускается на колени и помогает ему высморкаться. Рю идет в бейсбольный клуб, и один из членов клуба предупреждает его, чтобы он не разговаривал с Хаята. Они видят, что Хаята в плохом настроении и сердито размахивает битой. Рю решает поговорить с ним и подходит к нему. Он зовет Хаята и спрашивает, могут ли они поговорить. Рю говорит ему, что если он не простит Таку, то будет дуться целый день. Затем он добавляет, что Катара тоже испортил много его вещей. «Я понимаю, что ты не хочешь с ним разговаривать, и вспоминаю, как он исписал все мои домашние задания. А еще он сломал мой замок из спичек, который я строил 2 недели. Недавно он уронил мой телефон в унитаз, где были письма от мамы и папы». Хаята хлопает его по плечу, и он вытирает слезы. Он говорит, что это был несчастный случай, и он просто забудет об этом. Хаята говорит, что моя ситуация с такой другая. Мне не важно, что это за вещь, но Така злой. Я знаю, что он еще не извинился, и с таким вредным мальчишкой, как он, мне придется смириться. Тем временем председательша слушает, как Така объясняет, что произошло, и всхлипывает, обвиняя Хаята в том, что тот не играл с ним. Она спрашивает, есть ли у него что-нибудь ценное, и он с радостью показывает свой игрушечный меч. Она берет меч и просит Икаву принести молоток, чтобы сломать его, что расстраивает Таку. Она собирается сломать меч молотком, но Така умоляет ее остановиться. Но она не сломала его и сказала, что ты поступил так же со своим братом, и вернула ему меч. Она спросила, действительно ли он ничего не сделал. Така задумался о своих поступках. Когда Рю вернулся, председательница сказала Сайкаве, что им пора идти. После школы Рю спрашивает Таку, не хочет ли он извиниться перед Хаята, и, к его удивлению, Така молча кивает. Они приходят на тренировочную площадку бейсбольного клуба, где Така прячется за Рю. Хаята смотрит на него и уходит.
Така бежит за ним, зовет его, но поскальзывается и падает. Хаята называет его идиотом и говорит, что если он не поторопится, то уйдет. Така сразу же бежит к брату, громко кричит и извиняется. Хаята бьет его, а потом гладит по голове. Он извиняется за то, что не проводил с ним время. Рю рад, что братья снова вместе, а Катара крепко держит его за палец. Сегодня в Академии Мономия проходит фестиваль культуры. В детском саду решили устроить буфет, в котором будут участвовать малыши. В листовке Рю предупреждают гостей, что дети могут пролить сок, что, по мнению Ады, плохо для бизнеса. Катара пытается нести сок, но поскальзывается на пролитом на пол соке и начинает падать. Така врезается в Кадзуму, тот в Такуму, и все проливают сок. Они все лежат на полу в своих милых костюмах овощей. Юта сделал костюмы. Он также сделал гигантский кукурузный початок для Рю. Когда Рю надевает свой костюм, Юта говорит, что сегодня придут и отцы детей. Киран взволнованно говорит, что и мой папа тоже придет. Внезапно появляется мама Кирана, и Рю пугается. Он падает на пол и говорит, что не может двигаться. Така говорит, что я помогу тебе, но у него ничего не получается, потому что он начинает кататься по полу. Катара ложится на пол и катается вместе с Рю, а Ада фотографирует их. Появляется Хаята и спрашивает, почему Ганткорн заблокировал дверь, и понимает, что это Рю. Затем мама Кайрана говорит, что не может пойти с ними в детский сад из-за срочной работы. Кайран плачет. Она уверяет Кайрана, что ее отец скоро придет. Затем Йоой просит Рю и остальных помочь ей с мужем. Тем временем мужчина, вероятно муж Йоой, дарит цветы двум девочкам и спрашивает, как пройти в детский сад. Юи расстроена, потому что мамы Мидори нет, но к ней подходит бородатый мужчина и спрашивает, как пройти в детский сад. Отец близняшек прячется в кустах, пытаясь избежать встречи со своими фанатками, и ищет дорогу в детский сад. Отец Кайрана открывает дверь и зовет дочь. Он сразу же начинает фотографировать Кайрана, называя ее невероятно милой в костюме морковки. Кайран улыбается, и от этого становится еще милее. Ее муж спрашивает, почему она пришла так рано, и она отвечает, что очень ждала этого. Он дарит ей букет и пытается поцеловать ее на глазах у детей, но она не дает ему этого сделать. Затем он обращает внимание на нянь, и оказывается, что мама Кайрана просит их о необычной услуге. Ей нужно, чтобы мальчики притворились девочками, потому что ее муж очень подозрительный и думает, что все хотят жениться на их дочери. Усада пытается говорить высоким женским голосом, но когда отец Кайрана протягивает ему руку, он сразу понимает, что это не девушка. И злится, спрашивая Яой, почему с ними нянчатся мужчины. Но она уже ушла. Он понимает, что остальные ребята тоже мальчики, и обижается. Мидори кусает его за ногу. Кайран говорит, что Мидори не мальчик. Он поднимает Мидори и извиняется. Он хвалит ее большие круглые глаза и говорит, что будь он на 30 лет моложе, то попросил бы ее руки. Рю, Хаята и Узида смущенно наблюдают за тем, как он хвалит Мидори. Он поворачивается к мальчикам и требует, чтобы они рассказали о своих намерениях по отношению к Кирин. Они говорят, что она им нравится, и Кирин тоже говорит, что они ей все нравятся. Но Така говорит, что ты мне не нравишься, Кирин, и она отвечает. Ее отец сердито спрашивает, что за придурок не любит мою милую дочь. Затем он говорит, что не хочет оставлять свою дочь в комнате полной мужчин-зверей и собирается уйти. Рю вмешивается и пытается его убедить, но поскольку он в парике, он выглядит как милая девушка. Отец Кайрана берет его за руку и говорит: «Если бы мне было на 15 лет меньше, я бы попросил твоей руки». Рю раздумывает, не раскрыть ли ему свой настоящий пол, но прежде чем он успевает принять решение, Мидори снимает с него парик. Он поворачивается, чтобы уйти, говоря, что мужчины неприемлемы. Рю просит Хаята остановить его, и тот смотрит на отца Кайрана и говорит, что если ты хочешь уйти, то уйдешь сам. Отец Кайрана переключает свое внимание на Хаята, флиртуя с ним, но оказывается, что Хаята тоже мальчик. Кайран плачет и просит его остаться и посмотреть, как она успешно принесет сок. Он не может отказать своей милой дочери. В этот момент появляется отец Мидори и забирает свою дочь у отца Кайрана. Они представляются друг другу. Инуи подходит к Рю и спрашивает: «Значит, я проиграл Юкари, этому дикому бородатому мужчине». Пока он не видит, Юдзаки надевает на Рю парик, и он ошибочно принимает ее за девушку. Родители приходят в детский сад. Юкари спрашивает Юи, не пришел ли он посмотреть на детский буфет, но он объясняет, что просто показывал дорогу ее мужу и убегает. Но на улице он вспоминает девушку, которую видел, и говорит, что она была очень милой. Кайран наконец-то приносит сок, успешно доносит его, не пролив ни капли, и ее отец замечает, как быстро она растет. Он начинает волноваться о ее будущем замужестве, о том, что однажды какой-нибудь придурок уведет ее. Это заставляет его снова заплакать, и другие отцы тоже начинают плакать. Рю комментирует, что о замужестве еще рано думать. Кайран говорит, что теперь очередь Катара. Ее отец сердито спрашивает, кто такой Катара. Рю наблюдает, как его младший брат несет сок.
Рю замечает, как быстро растет Катара. Он немного проливает сок, но все же доносит его. Появляется Сейкова и пугает Рю, хвалит Катара и объясняет, что председательница не смогла прийти, потому что у нее гость, и это расстраивает Катара. Сейкова говорит, что заметил сожаление в ее глазах. Рю представляет, как она ругает его за то, что он неправильно понял ее чувства. Отец Кайран предлагает сделать фотографии на память, и Кайран говорит, что папа отлично фотографирует. Мамы проводят время со своими детьми, и отец Кайран говорит: «Смотрите сюда, я вас фотографирую». Така стоит рядом с Катарой и говорит: «Я не буду смотреть в эту сторону». Близнецы-милашки говорят: «Мы будем смотреть в эту сторону». Мидори громко плачет. Кайран мило улыбается. Отец Кайран говорит: «Давайте сделаем групповое фото». На следующий день Рю пытается успокоить плачущего Таку, которого избил его брат. Дети дрожат от страха, когда Хаята угрожает побить тех, кто не слушается, как Таку. Появляется его мать и бьет его за угрозы детям. Затем она бьет Юту за то, что он спит на работе. Хаята спрашивает, зачем она пришла, и она отвечает, что хочет пригласить детей посмотреть, как цыплята вылупляются из яиц в научной лаборатории. Юта вспоминает, что она учительница биологии. Глаза детей загораются, когда они слушают, как Шизуки рассказывает об яйцах. Они бегут к двери, чтобы посмотреть на цыплят. Она говорит, что я еще не закончила, они вылупятся завтра. Дети не единственные, кто взволнован. Рю хочет, чтобы цыплята запомнили его и следовали за ним. Хаята спрашивает, зачем, ведь дети и так за ним ходят. Рю соглашается, а дети с нетерпением просят показать им яйца. Они все идут в лабораторию, дети с любопытством смотрят на яйца. Затем они поворачиваются к Рю и называют его лжецом, потому что Кайрин думает, что это холодильник, в котором хранят яйца. Рю пытается объяснить, что это инкубатор, но дети не хотят слушать. Рю просит Шизуки помочь, но она уходит на урок. Хаята поднимает кулак и приказывает им слушать. Они все пугаются и подходят ближе к Рю, который объясняет, что в инкубаторе яйца остаются теплыми, и завтра они увидят вылупившихся цыплят, если будут терпеливо ждать. Тебе, Зета, может быть скучно смотреть на яйца, но Катара может делать это целый день. Рю замечает, что его крошечный лоб прижат к стеклу инкубатора. Он берет Катара на руки и говорит, что они придут завтра. Зета находит детей, которые разбирают модель человеческого тела. На следующий день рано утром Катара тащит Рю в лабораторию. Он показывает на комнату, где занимаются наукой, и просит посмотреть на птенцов. В этот момент Шизука говорит, что студенты, которые увлечены своим делом, всегда могут прийти и поучиться. Они как раз вовремя, птенцы вот-вот вылупятся. Рю и Катара с нетерпением ждут, когда птенцы вылупятся. Шизука улыбается, видя, что даже Рю взволнован. Она называет их милыми, в отличие от своих сыновей, которые сейчас спят. Через час Шизука засыпает, Рю клюет носом, а Катара все еще сидит у инкубатора. Он видит, что один птенец высунул крылышко. Рю просыпается и видит, что Катара так сосредоточен на птенцах, что у него даже лоб вспотел. Он сдерживает смех, наблюдая, как Катара пытается помочь птенцу. Наконец птенцы вылупляются, и Катара говорит брату. Но когда он оборачивается, птенец падает, и Шизука объясняет, что он отдыхает после тяжелой работы. Катара обнимает брата, для него это очень волнительный момент, а Рю вспоминает, как он сам переживал, когда родился его младший брат. Он обнимает Катара и говорит, что нужно всем рассказать. Позже птенцы привязываются к Катара и повсюду ходят за ним. Дети удивляются, что птенцы ходят за ним. Така ревнует, говоря, что это нечестно, что у Катара есть все. Он пытается схватить одного, но птенцы разбегаются. Дети гоняются за ними. Мью просит Юзаду помочь поймать птенцов, но один из них бежит к окну, где притаилась кошка. Все замирают, когда кошка бросается на птенца. Но, к всеобщему удивлению, Катара заслоняет птенца собой. К счастью, Хаята успевает поймать котенка, прежде чем тот доберется до цыпленка, и напоминает им закрыть окно, когда они выпускают цыплят. Рю гладит Катара по голове и говорит: «Молодец, ты пытался спасти цыпленка». Катара улыбается, держа цыпленка в руках. Наконец Рю, а за ним Катара и цыплята уходят. Сегодня Юдзада дома и выглядит очень несчастным, когда звонит Рю. Така постоянно подбегает к нему и просит поговорить с ним, а Катара молча слушает. Юдзада сообщает Рю, что не сможет прийти в детский сад, и просит Сайкаву его заменить. Сайкава внезапно появляется и пугает Рю. Он говорит, что постарается сегодня справиться с детьми, а ты можешь идти на занятия. Сайкава принес книгу под названием «Теперь ты мама», чтобы Мидори было чем заняться. Катара хватает его за штаны и мычит в знак поддержки. Сайкава глубоко тронут этим жестом. Шизука говорит Таке, чтобы он хорошо себя вел с Сайкавой. Рю говорит Катара, чтобы тот слушался его. Приходят другие дети и радостно говорят, что это дворецкий. Рю привязывает Мидори к Сайкаве. Дети подбегают к нему, и он здоровается с ними. Сайкава играет на барабане, чтобы развлечь Мидори. Рю говорит, что сегодня он здесь, потому что Юта заболел. Тайрин рад провести с ним время. Близнецы хотят поиграть с Сайкавой. Така говорит, что ему не нужен глупый Юта, и чихает. Рю говорит, что ему нужно идти на занятия. Спасибо за помощь. Он машет детям на прощание, и они машут ему в ответ, говоря «до встречи». Теперь
Теперь дети стоят слишком далеко, и Сайкава думает, как создать безопасную и уютную атмосферу для детей. Катара кладет руки ему на плечи, чтобы выразить свою поддержку. Это очень трогательный момент. Сайкава решает, что лучше всего будет поклониться и сказать, что ему нужна поддержка. Дети воспринимают это так, будто теперь они главные. Теперь он чувствует, что детям с ним комфортно, и они тянут его за собой, говоря, что научат его разным играм. Тем временем Юзда лежит на кровати и надеется, что дети не слишком по нему скучают, хотя и представляет, как они плачут без него. Катара держит книгу «Грустная панда». Юзда едва успевает отдохнуть, как ему звонит Сайкава. Связь плохая, но он успевает услышать что-то про срочное дело, связанное с Мидори, прежде чем связь обрывается. Когда он перезванивает, телефон не отвечает, и он начинает беспокоиться о том, что могло случиться. В воспоминаниях 10-минутной давности Мидори плачет, потому что испачкала подгузник Сайкаве на спину. Он говорит, что нужно поменять подгузник, и Киран бежит за подгузниками, а Така за салфетками. Сайкава благодарит их, но просит не бегать. Киран врезается в Таку, и они оба падают, намочив подгузники в воде. Они начинают плакать, но Сайкава говорит им не паниковать и звонит тебе, Зета, чтобы попросить запасные подгузники, потому что это срочно из-за Мидори. Но Мидори бьет его по телефону, и он падает в воду. Киран начинает плакать и говорит, что это вина Таки. Така кричит, что это не его вина. Мидори тоже громко плачет. Увидев, что все плачут, близнецы тоже начинают плакать. Клуб нянь превращается в клуб плакс, кроме Катара. Сайкава укладывает Мидори и берет все в свои руки, поправляет очки и закатывает рукава, затем берет тряпку. Тем временем Рю и его одноклассники бегают во время урока физкультуры. Внезапно один мужчина падает на землю, шокируя Рю. Вскоре он понимает, что это Усайда, которому все еще не здоровится, но он очень хочет узнать, что случилось с Мидори. Рю и Хаята помогают ему и отводят в комнату для малышей. Но с Мидори все в порядке, благодаря тому, что Сайкава надела на нее подгузник и постирала ее одежду. Юта очень рад этому. Така и Киран говорят ему, что у нас все хорошо, иди отдохни. Катара говорит, что нужно выпить лимонного чая, а близнецы говорят: Усай, выздоравливай скорее. Юда начинает плакать, а Хаята говорит: ты уже большой, чтобы плакать. Юда собирается уходить, но Мидори хватает его за штаны и тянет к себе. Сайкава говорит, что Мидори очень переживала из-за его отсутствия. В этот момент Мидори зовет его по имени, и он краснеет. Рю удивлен, потому что Мидори впервые заговорила. На следующий день Юкари надувает губы, держа Мидори на руках. Она говорит, что это несправедливо, потому что первым словом Мидори должно быть мама или папа. Юта извиняется, и Мидори улыбается. В следующей сцене Юки крадется по комнате, пытаясь найти свой мяч. Она краснеет, убеждая себя, что пришла сюда не для того, чтобы подглядывать за Рю. Несмотря на свои усилия, она все-таки заглядывает внутрь. Такума замечает ее, и она быстро прячется, прежде чем Рю выглядывает в окно. Появляется Инамата и спрашивает, зачем она прячется за кустами. Она говорит, что не шпионит за Рю, а пришла за мячом. Но мяча уже нет, и с ним играет Кэт. Инамата говорит, что она не должна оправдываться, и краснеет. Она говорит, что если тебе неловко играть с детьми одному, я составлю тебе компанию. Но не получив ответа, она собирается уходить, и Юки останавливает ее, говоря, что ей трудно с маленькими детьми. В этот момент дети открывают окно, чтобы посмотреть, что происходит. Амада берет инициативу в свои руки и сообщает Рю, что Юки нужно привыкнуть к общению с маленькими детьми. Затем она берет ее за руку и ведет в комнату для игр, пока Такума пытается забраться на окно, а Рю его останавливает. Амада говорит ей, что важно привыкнуть к детям, потому что это пригодится в будущем. Юки краснеет от смущения. В комнате Юки смотрит на детей, которые смотрят на нее. Кирин спрашивает, как ее зовут, и она представляется. Дети начинают представляться по очереди, и Юки теряется. Рю говорит, что дети чувствуют себя с ней комфортно, и она смущается. Киран прыгает ей на грудь и говорит, что она похожа на маму, отчего Юки краснеет. Другие дети тоже просят потрогать ее. Рю и Амада быстро их останавливают. Юта предлагает пойти на прогулку, чтобы дети выплеснули энергию, и они радостно бегут к двери. Во время прогулки подростки разбиваются на пары с детьми. Фурин говорит Амаде, чтобы она крепко держала его за руку и не отпускала. Юзада держит за руку Таку, который говорит, что не хочет с ней идти. Рю предлагает близнецам пойти с ним, и они соглашаются. Катара смотрит на Рю, который говорит Юки, чтобы она взяла Катара за руку, потому что он самый спокойный. Она берет его за руку, и они идут вместе. Юки тронута, она думает, что он очень милый. Она вспоминает, как в детстве дети пытались плюнуть на нее или задрать юбку. Но рядом с детьми, такими как Катара, она чувствует себя спокойно. Она замечает, что Катара чувствует себя отвергнутым, потому что он не с Рю. Она думает, что он плачет, и достает платок, чтобы вытереть ему слезы. Но у него просто насморк, и она пугается. Така подходит и вытирает ему нос ее юбкой, а Рю останавливает его. Кира подбегает к Юки и просит ее протянуть руку. Она дает ей несколько жуков, от чего Юки приходит в ужас и думает, что никогда не сможет подружиться с детьми, такими как Рю и Амата. Она приходит в себя в кабинет
кабинете медсестры, и появляется Рю, спрашивая, очнулась ли она. Она садится и краснеет, спрашивая, это ты меня сюда принес? Он отвечает, что тебя принесла сюда Зета. Затем он спрашивает, все ли с ней в порядке, но она чувствует себя неловко и говорит Рю, что ей трудно общаться с маленькими детьми. Он уверяет ее, что быть с детьми действительно тяжело. Даже ему не нравятся сопли и прочие гадости, как и всем. Просто я привык к этому, даже будучи ребенком, я терпеть не мог жуков. Он объясняет, что дети не сдерживаются, когда играют, но когда ты к ним привыкнешь, то будешь чувствовать себя с ними хорошо. В этот момент Усайда открывает окно и говорит, что дети хотят извиниться. Кирана с сожалением спрашивает, цветы ведь не такие страшные, как жуки, правда? Юки берет цветы и благодарит их. Все дети улыбаются, видя, что она тоже улыбается. Затем она спрашивает Рю, где Амата, и он отвечает, что она только что ушла и попросила его извиниться перед ней за то, что он втянул ее во все это. Услышав это, она бежит, чтобы догнать Амату, которая расстроена, думая, что все портит. Юки обнимает ее сзади и благодарит за все, от чего Амата краснеет и чувствует себя счастливой. В следующей сцене друг Рю звонит и приглашает его в кино. Он отказывается, потому что должен присматривать за Катара. Появляется Сейкова и говорит, что присмотрит за ним, а он может идти. Уходя, Рю благодарит Сейкову за то, что тот присматривает за его младшим братом, и говорит Катара, чтобы тот вел себя хорошо, пока его не будет. Катара кивает. Сейкава уверяет Рю, что защитит Катара ценой своей жизни. Затем он берет Катара за руку, чтобы попрощаться с ним. Когда Рю уходит, Катара становится грустно без него, и Сейкава спрашивает, не принести ли ему что-нибудь перекусить. Но Катара качает головой. Сейкава не может поднять настроение Катара с помощью еды. Тогда он предлагает поиграть. Он достает из цветочного горшка растение, похожее на камыш, и машет им перед Катара, который сразу же оживляется. Он начинает махать им, и Катара краснеет от волнения. Сейкава поднимает растение и ловит его. Тем временем Рю встречается со своими друзьями. У Хаята на лице след от укуса. Рю спрашивает, не с девушкой ли он был. Хаята объясняет, что его укусил брат, и он ударил его за это. Страшный зомби приближается к девушке, которая кричит и убегает. Рю наблюдает за этой страшной сценой со своими друзьями, которые очень напуганы, кроме Рю и Хаята. В особняке Сейкава бросает мяч в Рю. Катара бежит за мячом, но, пытаясь его поймать, случайно отбрасывает его в сторону. Он начинает бегать за ним по особняку. Катара поворачивает за угол, и Сейкава говорит ему не уходить далеко. Он оказывается в комнате с большим открытым окном. Ветер раздувает занавески, а на столе переворачиваются страницы книги. Сейкава поднимает мяч и отдает его Катара. Он говорит, что это библиотека, принадлежавшая покойному сыну председателя и его жене. Он вспоминает, как сын председателя сказал ему: «Сейкава, я прочитаю тебе сборник анекдотов, пока я жив, я хочу увидеть, как ты смеешься до упаду». Он также вспоминает, как председательница сказала ему, чтобы он перестал убираться в библиотеке, потому что там больше никто не бывает. Но потом он увидел, как она проветривает ее ради двоих, которые уже никогда не вернутся. Он берет книгу со стола, когда Катара зовет его. Он протягивает книгу, и Сейкава берет ее, спрашивая, хочешь ли ты, чтобы я тебе почитал, и он кивает. Председательница выходит из машины и направляется к особняку. Она видит в библиотеке сына и его жену, но вскоре понимает, что Сейкава читает книгу Катара. Вечером Рю прощается с друзьями и бежит домой. Сейкава и Катара стоят у двери и ждут его. Когда дверь открывается, Катара вскакивает и бежит к брату, обнимая его. Сейкава объясняет, что Катара очень хотел тебя увидеть, поэтому мы решили подождать здесь. Катара все еще не отпускает брата. Ву благодарит его за то, что он присмотрел за Катара. Он достает из кармана брелок с зомби в качестве подарка для Сейкавы. Катара называет его зомби. Рю думает, что Сейкаве это может не понравиться, но тот с радостью принимает подарок. Он говорит Рю, что благодаря им двоим у него был замечательный день. В этот момент появляется председательница и велит Сейкаве начать готовить ужин, а когда он уходит, она просит Рю помочь ему. Позже Рю спрашивает Икаву, в какие игры они играли с Катара. Он показывает ему погремушку и говорит, что они играли в обычные игры вроде этой. Катара показывает брату свою погремушку. Начинается декабрь, и город полностью погружается в рождественскую атмосферу. Катара повсюду одержим Санта-Клаусом. Он останавливается на каждом шагу, когда видит Санту. Мужчина в костюме Санты нервно оглядывается на Катара. Он даже принимает Санту за человека, выгуливающего собаку. Рю падает от усталости, когда добирается до детского сада. Он рассказывает Юте все, и Юта говорит, что поэтому ты опоздал. Катара смотрит на листовку с рекламой азартных игр. Юта говорит, что ты еще слишком мал для этого. Рю возражает, я думаю, он смотрит на Санту на листовке. Така подходит и говорит, что встретил суперкрутого Санту в отделе игрушек. Юта подразнивает его, говоря, что Санта приходит только к хорошим мальчикам, а ты плохой мальчик. Така плачет и говорит, что он хороший мальчик. Юта говорит, что ты никогда не ешь брокколи. Така отвечает, что ему не нравится брокколи, и Юта говорит, что поэтому Санта не придет к тебе. Тогда он говорит, что будет есть брокколи. Но прежде чем они успевают ответить, Хаята бьет Юдзату, обвиняя его в том, что он специально довел брата до слез. Така
Така спрашивает брата, придет ли Санта к нам домой. Хаята собирался сказать правду, что настоящего Санты не существует, но Рю останавливает его, говоря, что не надо разрушать его мечту. Катара подходит к Таке, тянет его за свитер, когда тот оборачивается, и гладит его, называя хорошим мальчиком. Така спрашивает, придет ли Санта, и Катара кивает. 18 декабря появляется Киран и говорит, что Санта услышал его желание, но это секрет. Ее отец восхищается ее красотой и спрашивает Рю, заметил ли он это, предупреждая его, чтобы он не влюбился в нее. На следующий день Аду зевает, пока дети играют. И тут он замечает Амаду и Юки. 20 декабря близнецы говорят, что попросили Санту навсегда оставить их вместе. Кусу плачет и просит Рю помочь ему с рождественским подарком для его близнецов. 21 декабря Юкари держит на руках милую Мидори и говорит, что она сделала костюм Санты для папы Мидори. Рю представляет его в костюме Санты и говорит, что он будет отлично смотреться, а Мидори улыбается. Позже, переодеваясь в спортивную форму, Рю размышляет, не переодеться ли ему в костюм Санты. Увидев его большой живот, Юдзукава спрашивает, что он задумал. Рю смущается и говорит, что хочет выглядеть как Санта. Юдзукава подумал, что он притворяется беременным. Юки заглядывает в комнату, чтобы посмотреть на Рю. Кавада говорит, что нельзя подглядывать, когда мальчики переодеваются. Один из мальчиков спрашивает, не хочет ли Рю побыть Сантой для своего брата. Автор перебивает и говорит, что быть Сантой – это работа твоего отца, не так ли? Его друг бьет его и говорит, ты идиот, у тебя нет родителей. Он извиняется. Рю говорит, что хочет быть Сантой для Катара. Он очень ждет этого. Один из мальчиков спрашивает, какой же ты хороший старший брат. Другой мальчик расстраивается. Они предлагают Рю купить костюм Санты в интернете, но его смартфон не работает. Они советуют попросить новый у председателя, но Рю хочет купить ей подарок за то, что она их приютила. Хаята подслушивает и решает пропустить ужин и зайти в кабинет председателя. В канун Рождества они с восторгом смотрят на красивую елку. Сайкава устраивает для них роскошный пир. Катара готовится к еде. Рю говорит, что для нас двоих это слишком много. Сайкава говорит, что председатель на работе, поэтому ее здесь нет. Это расстраивает Катара. У Сакавы тоже есть дела, поэтому он тоже не может быть здесь, и это расстраивает Катара еще больше. Он желает им счастливого Рождества и уходит. Катара хватает Рю за рукав, потому что они остались одни. Рю успокаивает его, говоря, что его брат все еще здесь, и они могут наслаждаться едой. Услышав, что Санта скоро придет, Катара обрадовался. Он вспомнил, что его друзья купили ему костюм Санты. Он сказал Катара, что ему нужно в туалет. Но когда он пошел, его младший брат пошел за ним. Он обернулся и увидел, что Катара идет за ним. Он взял костюм Санты и пошел в ванную, чтобы переодеться. Но когда он сел на унитаз, то увидел, что Катара уже вошел в ванную. И Рю стало трудно перевоплотиться в Санту. В этот момент раздался звонок в дверь, и Катара сказал, что Санта пришел. Когда дверь открылась, они увидели, что все поздравляют их с Рождеством. Рю покраснел, а глаза Катара засияли. Председательница подошла к Рю и дала ему подарок, сказав, что ей не нравятся дети, которые не взрослеют. Она протянула ему подарок. Он взял его. Все были счастливы. Дети, родители и друзья Ю, но больше всех был счастлив Катара. Выяснилось, что Хаята рассказал председательнице о сломанном телефоне Рю, поэтому она подарила ему новый.